массу. На улицах Аргентины, например, творится какая-то дичь. Да, на нас напали. Теперь там еще безумнее, еще безумнее. Конечно, очень много бедных становится. С каждым разом все больше и больше. В эти выходные я пошел в клуб. А когда вышел, у машины были разбиты все стекла. Я работала 18 часов без выходных. Они ехали за мной и включили сирены. Я такой... Такое ощущение, как будто мы шагнули назад где-то, наверное, в 70-е. Если честно, я думаю, что все произойдет гораздо раньше, и на улице возникнут проблемы. То сейчас мы по уши в дерьме. Прям будет тяжело, но в итоге Аргентина расцветет. Друзья, всем привет! Новый выпуск на канале. И сегодня мы в Аргентине, в солнечном Буэнос-Айресе. Год назад я уже снимал выпуск о том, как мы переехали в Аргентину. И сегодня я расскажу, что я понял за год жизни здесь. Мы разберем все плюсы и минусы страны. А еще в этом выпуске мы пообщаемся с русскими ребятами, которые тоже приехали в Аргентину, и узнаем, зашла им Аргентина или нет. А еще мои аргентинские друзья расскажут, как они видят будущее страны на ближайшие 3-5 лет. Ну и, конечно, мы не обойдем все вопросы, которые вы задавали в комментариях к прошлому видосу. Как относятся к русским, как получить паспорт, как здесь рожать, можно ли родить и улететь. Все вот эти важные вопросы мы разберем в конце выпуска. Поэтому смотрите до конца и не переключайтесь. Давайте начнем с плюсов Аргентины. Как я говорю в том выпуске, Аргентина — это самая европейская страна Латинской Америки. То есть здесь живут потомки французов, испанцев, итальянцев. То есть вокруг, если вы видите, что мы снимаем вокруг, вы видите в основном людей европейской внешности. То есть если вы сюда приезжаете, переезжаете, для вас не будет такого большого культурного шока, когда вы, например, приезжаете в Азию. В том же Таиланде вы видите вокруг себя азиатов. Вы понимаете, что такое экспат прям, и все вокруг азиаты. Вот я был недавно в Сингапуре, ты приезжаешь, там тоже много экспатов, но в основном вокруг тебя китайцы, вот, и другие азиаты. То есть это такой немножко культурный шок. А в Аргентине ты вот посмотришь налево направо, потомки европейцев, и не вызывает это никакого культурного шока. Плюс номер 2, что аргентинцы добрые, душевные люди. Они совсем не агрессивные, избегают конфликтов, всегда на позитиве. И это в целом тебе поднимает настроение, когда ты выходишь на улицу, либо в любое общественное место. Третий плюс Аргентины — довольно простая легализация. Россиянам здесь не нужна виза. Приезжаешь, 3 месяца можешь спокойно находиться. Более того, ты можешь пройти миграционную службу и попросить еще 3 месяца. Просто сказать: мне нравится страна, я хочу еще 3 месяца путешествовать, жить здесь просто. И часто это работает. Второй способ — это ВНЖ по ренте. Если у тебя есть пассивный доход около $1000 в месяц от сдачи недвижимости, то можно получить ВНЖ. На самом деле я бы не рекомендовал подаваться на этот вариант сейчас, потому что мало кто получил эти ВНЖ, практически никто. Об этом мы поговорим в блоке вопросов и ответов, поэтому смотрите до конца. Далее можно поступить в местный университет и получить ВНЖ по учебе. И еще один вариант — это ВНЖ по лечению. Если вы приезжаете сюда лечиться, то тоже можете получить вид на жительство. Есть такие виды ВНЖ, как по браку-замужеству. Если вы реально нашли свою любовь в Аргентине, выходите замуж либо женитесь, то это сразу дает право на ВНЖ. Но ни в коем случае не обращайтесь к людям, которые предлагают вам фиктивные браки. Есть еще один популярный вид ВНЖ — это беженство, либо гуманитарный ВНЖ, который популярен у русских. Но я не советую делать этот тип ВНЖ, потому что от него будут только одни проблемы. Гражданство вам, скорее всего, в течение 5 лет не дадут. Суды по этому типу ВНЖ будут длиться годами, и вы получите себе только один геморрой, а не нормальный ВНЖ. Подробнее про гражданство, ВНЖ и все вот эти животрепещущие истории мы поговорим в конце в блоке вопросов и ответов. Поэтому не переключайтесь. Итак, мы приехали в один из парков Палермо, парк Ботаника, либо Жардин Ботаника.
как говорят по-испански. И давайте продолжим про плюс Аргентины. Сценарий к выпуску мы закончили в понедельник, а сейчас суббота, 16 декабря, и снимаем мы в субботу. Вот. И в стране уже очень много чего поменялось вместе с новым правительством. Один из плюсов у меня было обозначено, что в Аргентине очень дешево жить, но можем сказать, что было очень дешево жить. Сейчас жить все еще недорого, но все поменялось. То есть раньше экспаты, которые приезжали, меняли доллары по черному курсу. За $1 можно было получать 1000 песо, а официальный курс был около 400. То есть в 2 раза больше денег ты получал. Вот. Но сейчас правительство поменяло курс официальный, он стал 800 песо за $1, а курс на улицах черный стал 1000. То есть разница всего 20%. Поэтому жить уже не так дешево, как было. Но все еще дешево. Начнем мы, конечно, с аренды квартир в Буэнос-Айресе. Под прошлым выпуском мне писали, что за цены, что за $1000, какие мажоры могут такие деньги себе позволить. Давайте про реальные цены, которые сейчас есть на 23 год, на конец 23 года. Однушку в хороших районах типа Палермо, Риколетто, Пуэрто-Мадейро, это самые хорошие, дорогие районы, вы можете снять за $600, за 700 однушку. Двушка будет стоить где-то 1000-1300, в зависимости от качества дома. Но можно снимать и намного дешевле. Если вы хотите тоже крутой новый дом, но хотите дешевле, вы отъезжаете в районы типа Бельграна, либо Вижа Креспо, и там это будет стоить в 2 раза дешевле. Есть еще, конечно, лайфхак, но он подходит не всем, как снять квартиру в 2 раза дешевле. Вы должны заключить 3-годовой контракт с владельцем недвижимости, и тогда это будет стоить в 2 раза дешевле даже в центровых районах. Поэтому ориентируйтесь на те цены, которые я сказал. По поводу продуктов. Из-за того, что сейчас все подорожало в 1,5-2 раза, цены сильно изменились. И мы с вами обязательно зайдем в супермаркет и поснимаем, сколько чего стоит. Возможно, на телефон, потому что там не любят, когда снимают. Пришли мы в местный магазин Кота, как перекресток наш, типа того большой. Вот. Здесь они не очень любят, чтобы мы снимали, но мы все равно попробуем. Посмотрим цены после того, как повысили курс песо, сколько реально что стоит в магазинах. Будем считать в долларах, но я буду пытаться переводить в рубли сразу. Погнали. Яиц здесь, ну вот это сколько? Это прямо, ну сколько здесь штук? 30 штук. Это 4000 песо. Это $4. $4 это где-то 380 рублей. И вот йогурт какой-то. Стоит он 646 песо. Ну, условно, это 60 центов. 54 рубля где-то. Я перевожу. Доллар сегодня 90 рублей за доллар. Вот. Посмотрим что-нибудь еще. Вот йогурт еще в этом. Ну, $1 стоит. 100 рублей стоит пакет йогурта большой. Вот обычное молоко, самое понятное, да? Самое мейнстримовое молоко, которое все пьют. Стоит оно 60 центов. 54 рубля за пакет. Кстати, что-то много, по 600 песо всего. Ну, тут то же самое, только 1%, но все одинаковое. 54 рубля пакет молока стоит. Пойдемте мясо посмотрим. Здесь должно быть очень крутое мясо, но единственное, что цены на мясо выросли 2 дня назад. Охо до бифа, типа рибай стейки. Рибай стейки стоит $3.08. И тут вот сколько грамм? 600 грамм стоит $3,5. Короче, 300 рублей, 600 грамм ребрышек таких сочных. Хочу найти супер какие-то стейки подороже. Вот здесь какие-то большие есть. Вот это осада тоже. Вот осада классическая, которую они делают аргентинцы, $6 стоит килограмм 300. Короче, 500 рублей, килограмм 300 крутых ребер с мясом. Очень вкусно. Чоризо. Колбаски, которые национальное блюдо, здесь все их обожают. Вот. Тут 4 колбаски. Видать, местное производство. $1.40. Ну, как бы, где-то 130 рублей, 4 колбасы. То есть я бы не сказал, что это какие-то прям бесплатные цены, как было раньше, да, но в целом это недорого. Важно, что если ты покупаешь овощи и фрукты во фруктериях, это лавках на улице, и вообще продукты в каких-то маленьких лавчонках, там может быть в 2-3 раза дороже. Поэтому не ориентируйтесь на эти цены, а ориентируйтесь на цены в магазинах, если вас интересует цена, и она вам важна. Средняя цена в ресторане для ужина на двоих сейчас среднего класса стоит $30-45. В хороших ресторанах, прям хорошего класса, это может составлять $65-75. Вот. Но посмотрим, что будет с ценами. Опять же, мы специально для вас подсняли обед в самом простом аргентинском ресторане в центре. Сейчас мы это покажем. И до недавнего времени рестораны и кафе в Аргентине стоили супер дешево. Можно было сказать, практически бесплатно. Вот. Но после последнего повышения правительством курса песо с 400 до 800, все начинает дорожать. И скоро это будет сильно дороже. Но давай посмотрим,
сколько стоит сейчас в ресторане в центре около Конгресса. Это обычный аргентинский ресторан, это не какой-то лакшери-ресторан с белыми скатертями, либо с какой-то супер премиум говядиной. Вот стандартный аргентинский ресторан. Стейк, похожий на Нью-Йорк, по куску, да, в Нью-Йорке рибай, стоит $7 в ресторане. Туда еще идет картошка с сливочным соусом. Ребрышки, такая штука из ребрышек, стоит $3,5. Ну, можно сказать, это 350 рублей. Я не думаю, что где-то в Москве можно найти такие цены. Либо даже в России, в более маленьких городах. Поэтому пока все дешево, но мы ожидаем повышения в 2 раза. То есть ребра будут стоить там 700 рублей, а стейк может стоить порядка, ну, я думаю, 1000 рублей. 1000 рублей, то есть $10. Вот. Но все равно для ресторана в центре стейк с гарниром за даже 1000 или 1400 рублей это супер недорого, учитывая, какое здесь мясо. Надо посмотреть, сейчас посмотрим, сколько стоит бутылка пива, которую мы заказали, потому что очень жарко. Мы снимаем плюс 31. Мы взяли местное пиво из Мендосы, по-моему, оно это Андес. Вкусное пиво. И литр стоит $3,5. То есть литр пива в ресторане стоит 350 рублей на сегодняшний день. $3,5. Если брать более дешевое местное пиво, есть и за $2,5. То есть в целом, конечно, если сравнивать это с Москвой либо с Россией в целом, это даже после повышения цен, это все еще дешево. Вот. Если мы пойдем в какой-нибудь красивый там ресторан с высоким уровнем обслуживания, ну, наверное, это будет стоить в 2 раза больше. То есть стейк будет стоить максимум $20, ну, может быть, $15. То есть это все еще недорого. А если мы пойдем в какие-то маленькие локальные кафе, где местные ребята покупают пиццу, то там будет супер недорого. И, кстати, скоро мы зайдем в одну из пиццерий, которые работают уже более 75 лет, и покажем вам это. Кстати, это заведение, если посмотреть на вывеску, оно работает с 1940 года и все еще работает. Ну вот нам принесли еду, которую мы заказали. Вот я заказал стейк в каком-то грибном соусе, он стоил $7, либо 700 рублей. Сюда еще картошка входила. А ребята заказали из команды ребрышки с картошкой. Кстати, порция огромная. Мы брали пиво, оно стоило там, по-моему, $3,5. Вот. И бутылка воды 50 рублей. Вот такие порции приносят за такие деньги. Поесть можно вот так. Это, наверное, очень вкусно. Сейчас пойдем пробовать. Давайте продолжим про цены в Аргентине. Все бытовые услуги здесь стоят реально дешево. Например, уборка трехкомнатной квартиры стоит $10. А постирать килограмм одежды, высушить это, погладить стоит $2-3. Вот. Связь и интернет стоит сущие копейки, $5-10 в месяц. То есть на это вообще можно не обращать внимания, просто забить на это. Важно отметить, что крайне желательно иметь доход в долларах, не в песо там, и не в рублях, чтобы для вас в один момент не стало жить непомерно дорого, потому что поднимется курс песо, например. Да? То есть здесь мы говорим, что стабильней жить в Аргентине намного, если у тебя доход в долларах. Это важно понимать. Далее давайте разберем, сколько нужно денег в месяц для семьи из 3 человек. Это мама, папа и ребенок. Итак, какой бюджет нужен на семью из 3 человек? Это мама, папа, ребенок. Я как раз сделал для вас здесь заметочку и все подсчитал. Рассчитываем, что жить вы будете не в самом центральном районе, будете ходить в рестораны, но, конечно, не со звездами Мишлен. Какой у нас план? Квартира где-то $600. $600 на еду. Услуги всякие, развлечения еще $300. Медицинская страховка, ну, в принципе, не обязательно, но $100-200. В самую дорогую входит даже стоматология и пластика. Об этом поговорим чуть дальше в блоке про медицину в Аргентине. Итого, где-то $1500-1700 на семью, чтобы жить без экстремальной экономии. Если у вас есть $2000, то можно жить достаточно комфортно. В общем, рассчитывайте около $1000 на человека в месяц. Так что, если вы ожидали жить на $1000 всей семьей и ни в чем себе не отказывать, то нет, это совершенно нереально в Аргентине. Если такая реальность когда-то и была, то она уже закончилась. Если говорить о цене жизни в Аргентине, то есть совершенно разные заведения. Мы, например, пришли в пиццерию, которая работает уже 75 лет. Пиццерия называется «Анджелин». Здесь офигенная пицца, и кусок пиццы стоит $1. Понятно, что сейчас при новом правительстве все резко меняется, но
Я думаю, что это не будет сильно дороже. А полная пицца стоит порядка 7-8 долларов. Огромная, которой можно наесться втроем. И заведение работает уже 75 лет. Кстати, таких здесь маленьких, вкусных заведений очень много. То есть не обязательно ходить в какие-то дорогущие рестораны. Хотя недавно здесь пришел гид Мишлена, сделайте мишленовские рестораны. Вот много очень таких дешевых мест, где ты сможешь выпить кока-колы, пивка, чего хочешь, и съесть пиццу за $1. Поэтому, как говорится, все по твоим запросам. Вот такая вот пицца за $7. Это просто сейчас мы с ребятами с командой нашей съемочной покушаем. И она офигенно вкусная. Надо сейчас оторвать кусочек. Очень горячо. Следующий плюс Аргентины – это шикарная природа и внутренний туризм. Аргентина, как и Россия, страна с завораживающей природой, но только для нас аргентинская природа, она прямо экзотическая. Здесь есть и джунгли с шикарными водопадами, где можно увидеть 300 водопадов на одной локации. Есть пустыни с огромными кактусами. Есть ледники, айсберги, горы со снежными вершинами и чистейшие горные озера. За последний год из-за плотного рабочего графика, рождения моего сына и постоянных перелетов по бизнесу нам не удалось посмотреть много, но мы посмотрели несколько замечательных мест. Мы были на водопадах Игуасу, это супер место, которое я рекомендую всем посетить. Говорят, что это 8-е чудо света, там можно посмотреть больше 300 водопадов прямо в одной локации. И даже прямо заехать в водопад на лодке. Я это, кстати, сделал. Далее мы посетили полуостров Вальдес. Это место на океане, город Пуэрто-Мадрин, где мы смотрели китов и пингвинов. Тоже всем рекомендую. Шикарная природа, вживую увидеть китов. Посмотреть пингвина прямо у тебя около ног, на расстоянии вытянутой руки, это, наверное, мечта многих путешественников. В следующем году я планирую съездить на ледники, посмотреть на горы Патагонии и высадиться на Антарктиду. Если это получится, я обязательно сниму для вас об этом отдельный фильм. Следующий плюс Аргентины – это медицина. Либо бесплатная, либо очень хорошая платная. В Аргентине любой может попасть к любому врачу, но придется ждать длинную очередь. Возможно, неделя, 2 или 3. Может быть, даже больше, каким-то сложным врачам. Если вы хотите медицинское обслуживание в частных клиниках такого же уровня, как, например, в Москве, то это будет стоить вот сколько. $100 стоит просто хорошая страховка на одного человека в месяц. $250 стоит самая крутая заряженная страховка, в которой входит стоматология, импланты и даже пластика. То есть за $2000 в год вы можете купить себе медицинское обслуживание по любому направлению и безлимитные походы к врачу. Туда входит стоматология, онкология и другие сложные исследования. То есть это стоит на самом деле раза в 4 дешевле, чем в Москве, потому что в Москве такая страховка будет стоить около $10 000. Я посмотрел цены на декабрь 2023 года. А если вы не хотите платить такой абонемент, то прием у хорошего врача стоит $10-20. Следующий несомненный плюс Аргентины – это, конечно, еда. В Аргентине много мяса, овощей, фруктов, и все это стоит довольно-таки недорого. А если вы соскучились по пельменям, борщу, рамену, суши, либо любой другой еде, вы, несомненно, найдете ее в Буэнос-Айресе. Примерно 2-3 квартала надо пройти, и вы найдете ту кухню, которую вы хотите. Я обожаю стейки и блюда из мяса, а хороший стейк в ресторане за $10 и бутылка хорошего вина за $5 для меня лично это подарок судьбы. А еще здесь очень много уютных кафе и ресторанчиков, веранды которых работают круглый год. Поэтому вы можете наслаждаться любимой едой на свежем воздухе круглый год. Давайте поговорим о погоде, потому что это тоже несомненный плюс Аргентины. Мы сегодня сбежали из каменного центра снимать в этот парк, потому что на улице очень жарко, на улице 32 градуса сейчас, и, слава богу, нет солнца. В Аргентине средняя температура зимой плюс 12 градусов, средняя температура летом плюс 27 градусов, именно в Буэнос-Айресе, я имею в виду. Прошлое лето в Буэнос-Айресе было аномально жарким, до 35-38, и было реально тяжело. Что делают аргентинцы? Они обычно уезжают на лето из Буэнос-Айреса ближе к океану, снимают домик на берегу океана и живут там летом. Что интересно, лето в Буэнос-Айресе с декабря по февраль, а зима с июня по август. То есть находимся в другом полушарии, и в России все наоборот. Также в Аргентине больше солнечных дней, меньше серых дней, практически нет дождей в Буэнос-Айресе, поэтому в целом жизнь здесь веселее.
последний, но от этого не менее важный плюс Аргентины, а именно Буэнос-Айреса, это вайб города, то есть ощущение от города. Лично мне оно очень заходит. На улицах очень много маленьких уютных кафешек, кофеен, ресторанчиков, много старинной архитектуры, малоэтажное строительство именно в том районе, где я живу. И когда я утром спускаюсь из своего дома, беру в любимом кафе чашечку кофе, иду пешком до офиса, до студии, где мы снимаем для вас все мои видосы. Мне радостно это делать. Мне очень нравится, у меня отличное настроение, то есть дух города мне заходит. Кому-то заходит, кому-то нет, но мне очень нравится. А теперь в гостях у моего учителя танго Сильвины. Сильвина, кстати, провела в России более 1,5 лет. Она приезжала обучать наших учителей танго. А еще она прошла в Нью-Йорке 7 лет и более 9 лет в Париже, поэтому она очень интересная девушка, и сегодня мы зададим ей интересный вопрос. Привет, Сильвина. Привет. Да, спасибо, что согласилась поучаствовать. С превеликим удовольствием. Спасибо, что позвал. Сильвина, я знаю, что ты провела много времени в России. Не могла бы ты рассказать мне о своем первом впечатлении, когда ты оказалась в России? Так, это было в 2003-2004 году, или типа того. Впечатление менялось каждый год. Я бы сказала, в течение 7 лет из года в год я влюблялась в эту страну. Почему? Я бы сказала, это из-за первого впечатления. Русские люди — мощные люди, люди работающие. Не только работящие, но и дружелюбные. Когда я жила в Париже, у меня были друзья, и один из них был родом из Москвы. Они устраивали различные приемы, на них было множество людей, в том числе поэтесса Вера Павлова и прочие. Да, разные современные поэты. И мне кажется, это было что-то подобное тому, что было у нас в Аргентине когда-то. Но русские всегда говорили мне, что они более меланхоличные. Да, более меланхоличные. Да, возможно. Возможно. Да. Но мы более солнечные, потому что у нас больше солнца. Да. И, в принципе, вечеринок в Южной Америке. Да, потому что у вас каждый день хорошее настроение из-за большого количества солнца. Все так. Так что я думаю, это взаимосвязанные вещи. Но в основе, я думаю, лежит то, что на самом деле они являются работягами. Действительно, очень работящие и трудолюбивые люди. Трудолюбивые, и мы чувствуем это и в искусстве, и в других моментах. Еще мне понравилась еда. Окей. Пельмени, борщ. Да, этот русский салат. И имею в виду многое из русской кухни. Очень многое. Правда? Так что первое впечатление даже для меня это была страсть. Страсть. Да, страсть. Работящих и энергичных людей, про которых можно сказать, что они сила. Да, сила. Да, ты вроде немного говоришь по-русски. Немного помню. Сильвина может понимать русскую речь. Я люблю танцевать танго, я люблю Russian, and я говорю русский чуть-чуть, да? Достаточно, чтобы понимать во время нашего урока. Во время нашего урока, да, это все технические слова. Итак, твое первое впечатление все-таки было положительным, да? Да, для меня, да. И они полюбили меня, что самое главное. Может быть, за то, какая я... Ты знаешь, что я так глубоко погружаюсь во все, и они тоже полюбили меня. Так что это было хорошее взаимопонимание. Ясно, ясно. Что тебя больше всего удивило в России? Что удивило меня больше всего? Да. Больше всего? Ну что оказалось неожиданным, вызвало вау-эффект. Было такое? Да, я поняла. Может быть, в какой-то момент это была какая-то грубость во взаимодействии с людьми. Это было, например, в аэропорту. Или, знаешь, это разница поколений. В старшем поколении и в молодом. Есть некая разница между старшим и новым поколением. Новое поколение говорит по-английски, и на них не было оказано советского влияния. Точно не в той степени. Да. И это достаточно легко заметить.
Причем во взаимоотношениях со всеми людьми. Или со многими, во многих отношениях со мной. Часто, когда я пыталась заговорить с ними или обратиться к ним, и я старалась быть милой и вежливой по отношению к ним. Знаете, например, в аэропорту. Все эти бюрократические аспекты. Знаете, я могла попросить о чем-то в вежливой, аккуратной манере, но они не обращали внимания. Они были заняты своими делами, потому что у них были свои задачи, они работяги. Да, занятые парни. Да, это просто другая сторона этого аспекта. Она есть у всего. В общем, мне не отвечали или вообще не замечали меня. И я подумала, окей, может, это просто недопонимание, я могу повторить. И я повторила это, добавила жестикуляцию, движение руками и движение тела, чтобы донести, что мне нужно, и добиться их реакции. Но как только я начала, вроде, мне просто нужно узнать этот момент. Вот тут они отвечают мне. Да, это забавно. В общем, вот это меня удивило. Я подумала, окей, мне нужно быть немного грубее, и тогда меня послушают. Для того, чтобы привлечь их внимание, да? Да, но со временем это все-таки вошло в привычку. Да, это удивило меня. Должна сказать, что меня это сильно удивило. Да. Кроме того, в пробках Россия похожа на Аргентину. Это тоже удивляет. Что, правда? Удивительно, но да. Теперь там еще безумнее, еще безумнее. Все кольцо вокруг Москвы часто забито полностью. Да, да. Да. Что тебе больше всего понравилось в России, пока ты жила в Москве? Так, давайте скажем, что это что-то в природе. Это природа. Она мне очень понравилась. Это точно люди. Они мне тоже очень понравились. Определенную часть архитектуры. Да, В ней чувствуется сила. особенно в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург — это нечто. Я его обожаю. Да, я тоже. И я была там довольно много раз. Я была в Питере, много путешествовала, была в других городах. В принципе, ездила по разным городам России. Причем, что любопытно, на машине. Зимой. Да, Вот. у меня как раз был к тебе специальный вопрос. Тебе нравится снег? Ну, знаешь, мне уже приходилось жить со снегом в Нью-Йорке, и я могу сказать, что да, мне нравится, но мне не приходилось привыкать к нему на постоянной основе. Я не знаю, что такое повседневная жизнь в снежном месте, но что мне нравится, так это то, что ты можешь играть в снегу. Снежки. Да, да, 1, 2, 3 дня, но жить так — это другое, понимаешь? Потому что ты аргентинка, и тебе нравится больше вот такая погода. Точно. И потом, в какой-то момент мне было интересно, потому что я почти не чувствовала холода. При такой температуре ты должен чувствовать холод, но я не чувствовала холод. Я вообще буквально ничего не чувствовала. Да, это круто. В общем, тебе понравилась природа, архитектура и люди. Да, мне очень понравилась природа, и люди, конечно же. Ясно. Люди тоже, да. Да, в России живут хорошие люди, как и в Аргентине. Да, точно. Есть что-то теплое в них, Да, страстное. да. Я это очень ценю. А что тебе не понравилось в России? Что мне не понравилось, так это спешка. Будто все очень спешат. И знаешь, для меня это иногда даже слишком жестко. Да, Как будто мне приходится подстраиваться под этот темперамент, заставлять себя. да. Вот это, наверное, то, что мне не очень понравилось. Некоторые люди как будто иногда проходят сквозь тела. Знаешь, это прям очень тактильно, мне не нравится. Да, Для меня это не было прям так уж ужасно, потому что я тоже тактильная. Но для кого-то это может быть слишком. да, для многих это так. Да, я согласен. Ну что ж, давай теперь поговорим об Аргентине. Да, вижу. Об Аргентине расскажи мне немного. Сегодня говорить об Аргентине — это большая тема. Да, это большая тема. Что ж, я задам тебе те же вопросы. Что тебе нравится и что тебе не нравится в Аргентине?
Все то же самое. Это будет очень сложно. Но это... Это же моя первая любовь. Самая первая любовь. Итак, что мне нравится в Аргентине, так это та самая невероятная солидарность, которая существует между людьми. И знаешь, это тоже своего рода способность к сосуществованию. Как будто это способность работать сообща, всем вместе. Так что то, что мне нравится в Аргентине, так это то, что страна абсолютно потрясающая. Я согласен. В одной стране у нас собраны различные регионы, и в этих регионах разный климат, разные взгляды. И это просто потрясающе. В культурном плане мне нравится Буэнос-Айрес. Знаешь, как и Россия. Россия породила немало в культурном плане. Да, да. Причем во всем. В танцах, в музыке, в живописи, в поэзии и просто в литературе. И в Аргентине тоже это есть. В нашей культуре много эмоций. Да. Литература просто вау. А сильно все отличается от провинции к провинции? В Аргентине, верно? Да, в Аргентине, да. Большинство искусства сконцентрировано в Буэнос-Айресе, но производится оно по всей стране. И у каждой провинции свой стиль, да? Так? В том, что касается того, как жить, да. Да. Тогда да, верно. Конечно, в некоторых областях, которые, например, отстают, в предыдущие года у них не было такого количества ресурсов, так что им было сложнее чего-то достигать. Это и дало такую разницу в развитии. В целом, да, отличия большие. Понятно. Так что эти вещи мне очень нравятся. Мне нравятся улицы Буэнос-Айреса, мне нравятся деревья. И мне. Мне нравится этот вайб. Знаешь, вайб этого города, его настроение. Да. Ночи тут особенные. Ночью можно ощутить жизнь города, увидеть другие его стороны. Да, но тебе нужно быть осторожным. Да, именно. Но сегодня тебе не только по ночам нужно быть осторожным. Да, это так. Давай теперь поговорим о том, что тебе не нравится в Буэнос-Айресе и Аргентине. Что мне не нравится, так это то, что мы немного неорганизованные. Особенно в том, что касается работы. Конечно, в том, что касается Буэнос-Айреса, все не так плохо. Здесь больше ресурсов. Больше денег. В основном, да, больше денег. В принципе, это касается всего, что делается через интернет. Представь себе ситуацию. Ты находишь там какого-то работника, ты вызываешь работников на дом, а они, в принципе, не приезжают. Без предупреждения. Ты тоже это замечаешь? Конечно. Правда? Потому что, когда я приехал, я был так удивлен. Можно было вызвать сантехника или, например, электрика. Он мог прийти через 4 часа или на следующий день. Это невозможно в России. И тогда мы решили, что для аргентинцев это нормально. Знаешь, это не то чтобы прям нормально, но это происходит чаще, чем мы предполагаем, к сожалению. Это большой город. Ко всему прочему, перемещения усложняются тем, насколько все неорганизовано в этом городе. В частности, для таких работников. Это плохо продумано, да? Да. Давай скажем так. Да. Мне это тоже не нравится в Аргентине. Знаешь, в Москве, если у тебя, например, кончился латте, а на часах 4 утра, то ты просто можешь вызвать доставку, которая приедет за час, и в 5 часов утра у тебя уже будет кофе. Да даже и звонить не нужно, просто открываешь приложение на телефоне и все. И делаешь заказ. И вот уже к тебе приезжает доставка. Да, ситуация с этим в Аргентине меня не очень устраивает. Это не работает. Конечно, нет. Здесь это просто не работает. Например, я делаю заказ в Педидоше или Раппи. И если вдруг начнется дождь, то все отменяется. Дождь — это прямо катастрофа. Да. Да, катастрофа. Все отменяется, время доставки увеличивается примерно в 2 раза, а заказ приезжает позже на 2,5 часа.
В России это невозможно. Доставщик просто наденет дождевик и все, готово. Привезет без проблем. И никаких отмен. Это, конечно, не такая уж и большая проблема, но это тоже должно быть решено. Да, это стоило бы решить. Это должно быть решено, и однажды, я надеюсь, это будет решено. Я имею в виду, что мы найдем в какой-то момент путь, потому что аргентинцы очень креативные и все же могут находить выход из кризиса. Окей, давайте теперь поговорим про минусы Аргентины. Не бывает страны, у которой есть одни только плюсы и нет минусов. Начнем с того, что Аргентина очень далеко. Далеко практически от всего. Близко к Аргентине только другие страны Латинской Америки. Это Уругвай, Парагвай, Чили, Бразилия, ну и Мексика немножко. В целом, чтобы долететь до Европы либо Дубая, вам нужно 20 часов. До Майами лететь 8 часов. То есть реально Аргентина расположена далеко от всего в мире. Почему это минус? Во-первых, это дорогие билеты. От 100 тысяч рублей в одну сторону. Во-вторых, это 18-20-часовые перелеты. Кстати, 18-часовые перелеты без пересадок. То есть ты летишь в самолете все это время. И это просто банально тяжело. Таким образом, если вам нужно постоянно летать по работе, по бизнесу, это может стать проблемой. Просто устанешь от таких дальних перелетов. Например, в августе я провел на борту самолета 48 часов. И это реально выматывает. Ну и еще один нюанс этого, да, что ты особо не налетаешься для того, чтобы видеться с друзьями и родственниками. Но все же, куда можно долететь из Аргентины, что есть интересного рядом? Майами, всем известный город, до него лететь 9 часов. Это Америка, пальмы, пляжи и все из этого вытекающее. Сантьяго, столица Чили. Это классный город, я в нем был, очень похож чем-то по уровню развития многих сервисов, инфраструктуры на Москву, и он окружен шикарными заснеженными горами. Лететь до него 2 часа, билет стоит $100. Рекомендую посетить, если будете в Буэнос-Айресе. Все-таки здесь довольно недалеко Карибское море, и до той же Доминиканы лететь 10 часов. Есть прямые рейсы. Стоит не так уж и заоблачно дорого. Ну и, конечно, это Бразилия, Рио-де-Жанейро, это карнавал, пляжи и все из этого вытекающее. Также есть курорт бразильский Флорианополис, до него лететь 2,5 часа. Там тоже шикарное море, говорят, чем-то похоже на Бали по вайбу. Ну и для любителей экзотики здесь есть остров Пасхи с этими каменными исполинами. Он находится именно в этой части света, около Чили. Из Буэнос-Айреса до него можно добраться за 7 часов. Но это для любителей экзотики. Собственно, вот такие есть интересные поинты, которые я знаю вокруг Аргентины, Буэнос-Айреса. А от всего остального, к сожалению, страна очень далеко. А может и к счастью. Минус номер 2 – это конченые риэлторы. В Буэнос-Айресе самые конченые риэлторы, которых я когда-либо видел. Почему? Они бездарные и ленивые, и присылают тебе вообще не те объекты, которые ты хочешь, которые вообще не соответствуют твоим критериям. И могут просто не присылать ничего неделю. То есть очень ленивые чуваки, неквалифицированные и бездарные. Буэнос-Айрес очень популярный для туристов город, поэтому они работают в формате «не хочешь со мной работать? Ну не надо. У меня есть полно других клиентов». То есть очень еще самодовольные. Следующий пункт. Они хотят 20% от суммы аренды каждого месяца. И при том, что если у вас случится что-то в квартире, они ничего не будут вам помогать, забьют и просто скажут: «Сори, я там не знаю, я не умею». То есть они хотят 20% от суммы аренды, и при этом ничего не хотят делать. А еще они настолько наглые, что они в договоре прописывают, чтобы ты не мог напрямую договориться с хозяином и не платить больше им комиссионные. Они будут приходить и смотреть, что ты съедешь с квартиры. Поэтому что правильно? Просто на один день съезжаете с квартиры, забираете свой депозит и подписываете договор напрямую с хозяином, выкидывая на улицу этих дармоедов. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Как искать квартиру? Приезжаете, бронируете что-нибудь на Airbnb либо на Booking и спокойненько здесь на месте ищете квартиру. Лучше использовать сайт Зона Проб, это как наш ЦИАН, на котором можно пробовать искать аренду напрямую от собственника. Следующий минус Аргентины – это законы, защищающие бедных, тунеядцев и маргиналов. Да, Аргентина – это социальное государство, которое защищает бедных, тунеядцев, не желающих работать и прочих людей за счет среднего класса и бизнеса. Поэтому в Аргентине сейчас такая экономическая ситуация. Давайте разберемся в этом чуть-чуть подробнее.
В Аргентине платится куча пособий бедным людям, которые ничего не хотят делать, не хотят работать, а только хотят кайфовать за счет государства. Людям из многодетных семей, которые живут за чертой бедностью, дают пособия за все новых детей. То есть для многих из этих людей рождение ребенка – это способ заработать новый профит от государства. А еще все эти люди живут в каких-нибудь трущобах, где незаконно подключают воду, электричество, газ, все, что они могут подключить, а все это бремя ложится на средний класс и предпринимателей, и, собственно, людей, которые зарабатывают деньги. Следующая фишечка социальной справедливости Аргентины – это то, что вы не можете уволить сотрудника, который не выполняет свои обязанности. То есть, если вы наняли сотрудника, но он ничего не делает на работе, либо делает это криво, опаздывает, говорит, что он постоянно заболел, вы не можете его уволить, потому что этот сотрудник подаст в суд, и вы будете вынуждены заплатить 10-12 зарплат только для того, чтобы он ушел. То есть бизнес сейчас находится в ужасном положении против сотрудников. А еще здесь есть террористы из профсоюзов, экономические террористы, о которых мы поговорим чуть-чуть позже, в следующих минусах Аргентины. Сплошь и рядом это мошенничество этих недобросовестных сотрудников процветает и в сфере домашнего персонала. Например, мой друг нанял няню, 2 месяца он ей платил, и после 2 месяцев она просто пропала. А через месяц пришла со свидетелем и сказала, что она работала на моего друга год, и тот вообще не платил ей зарплату. И она теперь требует возмещения вот этого ущерба через суд. 3000 баксов на минутку. И таких мутных персонажей и профурсеток здесь можно встретить чуть ли не каждого 3-го сотрудника, к сожалению, потому что общество это поощряет. И с ней ничего нельзя сделать, потому что суд станет на защиту бедной обездоленной женщины, которая год не работала, а тиран, иностранец, не платил ей год зарплату. Вот такая история. К счастью, новое правительство хочет это поменять. Расскажу тебе один случай. У нас 3 таких магазина, 3 таких алкошопа, а еще 2 пиццерии в Бельграно. В общем, мы открылись где-то пару месяцев назад. И в одной из пиццерий у нас работал парень, кассиром. Работал с деньгами. Так вот, он клал деньги себе в карман. Мы увидели это по камерам и сказали: ты уволен. И что было дальше? А дальше у нас ничего не получилось. Мы ходили по судам и все такое прочее, потому что он, как это сказать, он подал на нас в суд. Он сказал, что работал в магазине в течение 5 лет, хотя я открыл этот магазин 2 дня назад. О чем разговор? И что же, этот парень пошел в суд и сказал, что работал в твоем магазине в течение 5 лет, и ты ему ничего не платил? Да, что я ему не заплатил. А дальше, послушай, была дичь. Он сказал, что работал у меня генеральным директором компании и работал на кухне, а у нас на самом деле даже кухни-то и не было. Вот так. Да что это за бред? Они идут в суд, и суд встает на их сторону. Так что, о чем тут говорить? Генеральный директор кухни, несуществующий. Да, вот такая система. В общем, все эти социалистические, левацкие штучки и социальная справедливость полностью отбивает у людей желание работать и трудиться. Когда можно получать пособия, обворовывать государство, обворовывать работодателей и просто кидать людей на деньги и спокойно жировать на эти денежки. В Аргентине недавно пришло новое правительство, пришел новый президент, и он против всей этой истории, и он хочет жестко убирать всех этих дармоедов от кормушки. Насколько жестко, мы посмотрим. Кстати, я перевел программу нового президента Хавьера Милея на русский язык и выложил у себя в телеграм-канале, чтобы вы могли почитать, какие реформы и нововведения новый президент хочет сделать в Аргентине. О том, кто такой Хавьер Милей и о том, что он хочет сделать, мы поговорим чуть-чуть позже. А давайте сейчас переходить к другим минусам Аргентины. Следующий минус Аргентины – это сложности с поиском работы. Если вы не знаете испанский язык, то какую-то маломальски оплачиваемую работу будет найти очень сложно. Можно будет устроиться уборщиком, посудомойщицей, с совершенно неквалифицированными профессиями. Какую-то работу в Аргентине найти без знания испанского языка практически нереально. То есть, если вы надеетесь приехать и найти какую-то высокооплачиваемую работу, тем более в офлайне, не в онлайн-профессиях, это будет очень сложно. Ну, несомненно, это минус Аргентины. А сейчас мы пришли в магазин к моим аргентинским друзьям. У них магазины напитков. Один в Риколете, 2 в Палермо. Они продают много классных, интересных напитков из всех стран. Вот. И с ними мы поговорим про бизнес и про то, что ждет Аргентину в будущем. Потому что они и есть представители этого бизнеса. Погнали! Друзья, мы в магазине наших друзей Рая Бибидос. С нами Рафа, один из совладельцев.
И сегодня мы поговорим еще немножко о бизнесе в Аргентине. Привет, Рафа. Как дела, мой друг? Как дела? Отлично, отлично. Круто. Сейчас здесь, в Аргентине, жаркий день, да? Летом становится жарко. Надеюсь, что сейчас, в новый век Аргентины, да, для вас это горячий бизнес. Здесь в бизнесе тоже становится жарко. Да. А можешь немного рассказать о себе? Сколько тебе лет? Да, мне 25 лет, и я думаю, что я всегда был предпринимателем. Я всегда любил работать. Я начинал со своей пиццерии. Потом я закрыл ее и начал работать с компанией по производству напитков. У моего отца были кое-какие контакты с другими официальными компаниями. И так я начал пробовать. Я начал с нашего заведения, продавая напитки то одним, то другим. Я начал продавать клубам в продуктовые и все такое. А потом пришла пандемия, и дошло до того, что все клиенты стали закрываться. Так мы поняли, что должны открывать такие магазины. И на самом деле, прямо сейчас мы занимаемся чем-то вроде строительства на том месте, где у нас был первый магазин. Мы как раз только что были у вашего первого магазина. А, у того? Да, круто. Там будет классно. Отлично. И да, я работаю в этом бизнесе, наверное, думаю, что лет 8, плюс-минус. Сколько, говоришь? Уже лет 8. Вау. Да, у тебя много опыта в этом бизнесе. Да-да, и на самом деле это безумие, как здесь обстоят дела. Ну, не знаю, если вспомнить, как изменилось все за 8 лет, это сумасшествие. Полная бессмыслица. Да. А как вы, например, получаете так много импортных товаров? Совсем не аргентинских. Водка Абсолют, джин, Бифитер и остальное из других стран. Как вы это делаете? Ну, на самом деле, прямо сейчас покупать вещи, которые не из этой страны, это довольно-таки тяжело. Возьмем, например, Абсолют. Сейчас этот товар есть, а на следующей неделе его может не быть. Это то, что очень-очень трудно получить из-за изменений, которые делают ввоз таких товаров гораздо сложнее. Они не хотят этого здесь. Просто они хотят продвигать товары из Аргентины, а с таким товаром, как у меня, становится все сложнее. Нет, не всегда у нас есть что-то из импортных товаров. Насколько я знаю, нынешнее правительство меняет эту модель. Они собираются сделать импорт бесплатным. Да, никаких налогов, никакого регулирования. Вообще, я поддерживаю новое правительство, потому что скоро все станет еще хуже. Из-за старого правительства, которое плохо справлялось с делами. Так что, я думаю, нам нужно исправить это. И, например, с официальным долларом. В один прекрасный день они заявили, что собираются провести девальвацию. Так что цены удвоились. То, что стоило 400, за один день стало стоить 800. Ведь пару дней назад. Да, пару дней назад. И что, цены удвоились? Да, это безумие. Проблема в том, что, как ты и сказал, цель правительства — снизить налоги, привезти сюда товары. Не знаю, впрыснуть сюда топливо, что ли, чтобы мы могли продавать и все такое замечательное. Проблема в том, что в краткосрочной перспективе ситуация может стать совсем дикой. Например, я компания, которая закупает алкоголь в Соединенных Штатах. Да. Я покупаю там эту бутылку Франжелика за $200 и привожу ее сюда. И вот я купил ее за цену в $200, и в один день ее цена становится $400 за бутылку. И теперь я не знаю, по какой цене мне ее продавать. Да. В этом-то и вся проблема. Бизнес предпочитает не продавать ничего, чтобы не уйти в убыток из-за нестабильности курса. Они теряют деньги, никому это не нравится. Так что они ждут. Да, ждут стабилизации цены. Да, конечно. И как это повлияет на ваш бизнес в краткосрочной перспективе? Потому что вчера это было, например, по 3300. Да. А сейчас некоторые люди просто не могут себе это позволить, потому что у них нет денег, чтобы купить вино по этой цене. Ты на самом деле сейчас говоришь то, о чем я хотел сказать. Все, что происходит, это, конечно, ужасно. Это происходит сейчас здесь, в Аргентине. Например, у вас есть сейчас на полках Гленливет, но примерно через год его здесь может не быть. Люди просто не могут себе его позволить. И никто не импортирует, потому что это дорого. Да, это слишком дорого. И мне кажется, эта ситуация будет становиться все хуже, хуже и хуже. Не знаю, до какого предела. И, знаешь, ситуация такая, что просто не знаешь, хочешь ли ты закрыть магазин или открыть его. Иногда просто не можешь продавать. Жесткое время. Жесткое, да. Иногда предпочитаешь не продавать, чем продавать. Да, понятно. Когда люди возвращаются и понимают, что им придется заплатить за эту бутылку по двойной цене, заплатить они могут только с помощью кредита на 30 дней. А у вас можно купить алкоголь кредитной картой? Кредиткой? Да. Да, конечно, в Аргентине так делают, а что, в России не так?
Да, это возможно. Да. Но у нас это все работает немного по-другому. Потому что в Аргентине после оплаты кредиткой тебе надо будет возвращать ту же сумму в песо. Да, но с каждым месяцем ее эквивалент в долларах будет все меньше и меньше. Это как чит-код. Бесплатные деньги. Чит-код прошлого правительства, благодаря которому они поддерживали... Да-да, я понял. Лояльность людей на одном уровне. Да. Так что в краткосрочной перспективе, возможно, ваши продажи упадут. Да-да, и если говорить о деньгах как о цифрах, то кажется, что все становится лучше. Но если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения количества проданных единиц, то вы увидите, что раньше, например, мы продавали 10 бутылок, а теперь только 3 бутылки. Но у вас есть запас. Да, у нас есть запас, но проблема в том, что прямо сейчас никто не продает. Понимаете, никто не продает. Вообще. А цена, которая здесь указана, да когда вы вернетесь, вы даже не знаете, сколько вы заплатите. Никто не знает, какая будет цена. Так что же это, получается, что вам приходится менять цены каждый день? Да-да, каждый день. Я просто сгораю на работе. Сижу за компьютером, меняю ценники целый день. Не успел поменять, и вот уже снова нужно менять. Приходится бегать по всему магазину и говорить всем цены. Например, я заходил в другие магазины и такой смотрю, окей, это стоит 5000. Я пришел сюда и подумал, хорошо, 5000. Я положил это, установил цену, цена 5200. Я возвращаюсь, а она уже 6000. Вот. И так постоянно. Пара часов прошла. Это безумие. А что ты думаешь о том, что ваше новое правительство хочет изменить трудовое законодательство в части наема сотрудников? Как я теперь знаю, на рынке очень много мошенников. Кто-то может прийти к тебе, наняться на работу, а потом при желании может просто уйти, оставить магазин и сказать «не хочу я работать», вот и все. Но ты все равно должен будешь ему платить и не сможешь его уволить. И правительство хочет это исправить. Что ты об этом думаешь? Я их поддерживаю. Знаете, если вы владелец магазина, это как будто бессмысленно. Вы платите им, платите налоги, платите за все. И такое происходит. Ну что за черт? Получается, я должен платить тебе за то, чего ты даже не заслуживаешь. Надеюсь, что новое правительство это поправит. Потому что это должно быть исправлено. Да, как можно вообще вести бизнес, если ты не можешь нанять человека и доверять ему? Да, знаете, это то, на что мы очень и очень надеемся. Мы молимся, чтобы это случилось, чтобы это изменили. Например, я начал заниматься этим бизнесом очень давно. Я предприниматель уже много-много лет. И мы начали открывать магазины, я не знаю, года 4 назад. И когда я начинал, я учился в колледже. И я такой, может быть, я смогу начать работать в какой-нибудь компании. И когда я закончу учебу, я уеду за пределы страны. И это то, чему Аргентина на самом деле постоянно способствует, как будто они не думают о том, что находится тут. Будто не хотят, чтобы люди оставались здесь. Мол, там стабильнее, нет мошенников и так далее. Будете в Буэнос-Айресе, в Палермо, либо в Риколете, заходите к ребятам в Рая Бибидос, передавайте привет от меня. Контакты, точки на карте я оставлю в описании, а также их инсту и WhatsApp, ведь у них есть доставка. Кстати, кроме напитков, они еще продают и вейпы, которые здесь сложно найти. Погнали дальше. Следующий минус Аргентины – это недоступность многих брендов. Например, здесь есть Nike, Adidas, есть Zara, которая на самом деле еще в 2 раза дороже, чем в Европе. Но может не быть многих других брендов одежды. Также и с брендами техники. Любую сложную технику типа айфонов, макбуков, камер или чего-то такого сложного, дронов, микрофонов, все приходится заказывать из-за границы через курьеров в барыг, потому что это сюда просто не завозится. Почему так происходит? Потому что ввозные пошлины на электронику могут составлять 100, 200, 300%. То есть в Аргентине регулируется импорт в страну и регулируется экспорт на уровне государства. Поэтому некоторым компаниям и брендам просто невыгодно завозить сюда свой товар. Безусловно, вы можете найти практически все. Но если какой-нибудь дрон Mavic 3 стоит в России 60 тысяч рублей, то здесь он стоит 100 тысяч рублей. Наш замечательный оператор мне это подсказал по ценам. Минус это, безусловно, минус, что ты не можешь пойти в магазин и купить какой-то сложный товар. Но опять же, все это можно обойти, потому что есть куча русских, куча аргентинских сервисов, где бравые ребятки из Америки в своем чемодане привезут вам все, что нужно. Поэтому минус, да, но обойти это можно. Следующий минус – это преступность. Да, в Аргентине есть преступность, ее довольно много. Но в основном это мелкие кражи, хищения, какие-то вот такие преступления. Это не насильственные преступления. Если даже рассуждать на темы, не относящиеся к бизнесу, на улицах Аргентины, например, творится какая-то дичь. В эти выходные я пошел в клуб. А когда вышел, у машины были разбиты все стекла, и все было украдено.
Правда? И я такой, черт, камон, что за фигня? И если посмотришь на это, то поймешь, что это отражение того, какой Аргентина является прямо сейчас. У нас тут есть парковочная мафия, называется Тропитос. Это ребята, которые говорят, паркуйся здесь, давай, давай, давай. И им нужно платить на всех улицах. И полиция не поможет, они же мафия. И когда мы приехали в клуб, там были эти ребята. Я им говорю, привет, сколько я должен за парковку? Они, 3000, хорошо, говорю. И вот мы паркуем машину. К этому моменту мы уже были немного пьяненькие. Вообще-то мне нельзя было пить, так как я был за рулем, но я пил. И когда я припарковал машину, там стояли полицейские. Они ехали за мной и включили сирены. Я такой... Полицейский вышел из своей машины, подошел к парню из мафии и сказал, «Эй, вы, здесь нельзя находиться, он не даст вам денег. Уходите, иначе поедете в тюрьму. Бла-бла-бла-бла». И из-за этого мы не смогли заплатить за парковку ребятам. А когда вышли наружу из клуба, все стекла машины были разбиты, потому что мы не дали им 3000 песо. А полиция, они клоуны. В программе «Милее», кстати, я перевел ее на русский язык. И теперь делюсь ею с русским сообществом. И там говорится, что они хотят расширить возможности полиции, дать больше пушек, больше власти. Ну, знаешь, убрать все эти бесполезные разговоры. Дать им право застрелить плохого парня. Да, я тоже это поддерживаю, потому что когда происходит что-то подобное, тебе все стекла разбили, какого хрена? Пусть заплатят, да. Лично у меня за почти 1,5 года жизни в Аргентине не было никаких кейсов, что меня ограбили, что-то украли, либо вообще были какие-то попытки это сделать. Но у моих друзей были такие ситуации. У 2 друзей украли велики. Один парень просто забыл его пристегнуть на замок, и кто-то на нем укатил. А у второго где-то тоже около дома украли велик. У одного друга, пока он ехал на велике на перекрестке, остановился посмотреть навигатор, был телефон пристегнут к велосипеду. Просто ребята на мотоцикле вырвали телефон. И также ограбили одного из героев нашего текущего выпуска. Но лично у меня таких эксцессов не было. Я живу на Конгресса. Я живу уже, как мы квартиру купили, наверное, 15-17 лет мы живем. Никто никого не убивал, никто никого не грабил. Вас не грабили ни разу в Аргентине? Грабили. Грабили? Наверное, это всех... Не было такого, но это было в Ла-Плате. Это абсолютно мы когда поехали отдохнуть в парк. И, да, на нас напали, и нас, что у нас отобрали? Ну, эти телефоны, как обычно, они только пошли. А так сказать, чтобы вот где-то на нас так нападали, нет. Ла-Плата — это не хорошие районы? Ну, Ла-Плата — это город, он более криминальный такой, это провинция. Ну, прям с ножом, с пистолетом напали? А с пистолетом это были подростки даже, я могу сказать. Они подъехали на мотоцикле, да, они были, одному, может, самый маленький был, ему лет 17, и такой вот 20, может, 22. Типа вот телефоны дали, типа, и уехали? Да, телефон забрали, ну, что там, сколько там у нас в кошельке денег, все. И от машины ключ. Просто они его закинули, мы не могли найти его. Но байки про то, что вас убьют, расчленят и продадут на органы прямо в центре Буэнос-Айреса, не имеют ничего общего с действительностью. Вероятность того, что какой-то незаменимый иностранный специалист ткнет вас ножом в Люблино либо Гальяново, намного выше, чем вас ограбят в Буэнос-Айресе. Несколько советов по безопасности Буэнос-Айреса. Совет номер 1. Если вам говорят не ходить в какой-то район, не ходите в этот район, потому что делать вам там нечего. Особенно вечером. Совет номер 2. Не светите роликсами и айфонами в темное время суток. Не нужно этого делать. Совет номер 3. Когда вы стоите на перекрестке в Буэнос-Айресе, не стойте вот так с телефоном у перекрестка, потому что 98% кто ворует телефон, это ребята на мотоциклах. Отвернитесь спиной, и ваш телефон не выхватит. Следующий совет. Если ловкие пацанчики, угрожая вам чем-нибудь, потребовали ваш телефон, отдавайте телефон, либо то, что они потребовали. Останетесь целы, и никто не пострадает. То есть вероятность того, что вас ограбят, убьют, либо порежут, минимальная, если вы будете соблюдать правила, которые я рассказал выше. Да, кстати, это все про Буэнос-Айрес, про большой город. За пределами Буэнос-Айреса, в маленьких городах, там где-нибудь в Патагонии, в других частях Аргентины преступности практически нет. Там нет этих ловких пацанчиков, которые пытаются отжать у вас телефон, либо сделать что-то такое. Потому что все эти ловкие пацанчики живут вот в этих вот фавелах, вижи они здесь называются, ни за что не платят и бандитствуют на близлежащей территории. Ну и последний минус – это слишком расслабленная обстановка. Все ребята здесь живут на расслабоне. Например, они могут перенести дела на следующий день, потому что просто сегодня нет настроения. Ты договорился с мастером по установке кондиционера поставить кондей завтра, он скажет: «Сори, бро, давай через 3 дня»,
Тут вообще дождь пошел, и настроение такое паршивое. Ну, я просто не приеду. То есть, в принципе, здесь особо никто не уважает дедлайны. Но если с этим смириться и как-то встроить это в свою жизнь, то с этой проблемой тоже можно жить. Вот такие основные минусы Аргентины я выделил для себя за почти 1,5 года жизни в Аргентине. А сейчас мы зайдем в русский магазин «Авоська», где есть все русские продукты, и посмотрим, что там продается. Конечно, поговорим с владельцами. Погнали. Друзья, мы зашли в русский магазин «Авоська», и сейчас замечательные владельцы нам расскажут, что здесь продается и вообще свою историю. Люба, привет. Здравствуйте. Расскажите нам, сколько лет вы живете в Аргентине? Ну, мы здесь уже живем с 99-го года. В принципе, как бы уже давно. Более 23 лет. Вау. Уже как бы давненько. Уже, можно сказать, как сторожилы этой уже более страны, наверное, больше здесь, чем где-то. Вообще мы из России, но, тем не менее, мы уже как бы больше, наверное, аргентинцы. А из России откуда? Мы из России, из Кемеровской области, это Сибирь. Такой выбор. Здесь жарко по сравнению с Сибирью. Да, маленько. Но мы выбирали, когда Аргентину, в принципе, мы выбирали, где мы будем жить. Все-таки как-то сначала нас поедем в Патагонию, но что-то нам не очень, там слишком холодно, а это сам Буэнос-Айрес, оно более такой нормальный климат, и было очень удобно и для бизнеса, и как бы все-таки здесь все в центр как-то. И здесь больше всего русскоязычных. Здесь много, да. Буэнос-Айрес сейчас, особенно последнее. Сейчас вообще, да, последнее время это вообще очень много стало. Ну, в принципе, когда-то и была тоже программа, приезжали в 99 до 21 года, была программа, и очень много приезжало сюда на постоянное место жительства. Мы приехали сюда официально. Постоянное место жительства у нас было, мы уже получали рабочую визу. И мы здесь, когда проживали эти 3 года, мы уже получали постоянку. У нас пришли, мы сдали документы, и мы получили ДНИ как иностранца, который каждый год мы его продлевали. Через 3 года получили уже постоянку. То есть была какая-то специальная программа переезда в Аргентину? Да, это была программа до 2001 года. В принципе, ехали отовсюду. Ехали. И больше, наверное, было с Украины. С России не так много. Слышал, что большой комьюнити украинцев. Очень много было. А так вот с России было очень мало людей. Ну, приезжали отовсюду, из Киргизии, отовсюду. Почему Аргентина? Потому что раньше, в 90-е, ехали в Америку, кто-то в Израиль ехал, кто-то в Европу, в Испанию, там, в Германию. Почему Аргентина? Другой конец света вообще. Честно сказать, я даже не могу сказать, почему именно. Когда мы были в России, мне попалась газета «Аргументы и факты». Помню такое, застал. Была такая, застал, да. Вот, газета. И там вот было объявление «Вид на жительство ПМЖ». Была Канада и Аргентина. В Штаты было очень сложно поехать. Сложно, да. Мы когда пошли в Канаду, да, мы проходили по всем, ну, не проходили по деньгам, там что-то надо было 8 тысяч на человека, но у нас не было таких. Большие деньги на то время. Да. А в Аргентину, да, пожалуйста, я когда позвонила, говорю, да, пожалуйста, есть такая программа, сдать такие-то, такие-то документы, пройти комиссию, вы можете прийти, привезти в посольство тогда-то, тогда-то. У вас собеседование, нам сказали, что-то прям так быстро, мы подали в ноябре, в декабре, уже 2 декабря у нас собеседование прошло, но это собеседование было, наверное, такое, его даже не назовешь собеседованием. Мы пришли, они сказали, все хорошо, ребята, там все здорово, но работы нет. Нам вот так сказали. И пособие вам платиться не будет. Думаем, да ладно, как мы придумаем что-нибудь. Да, решим как-то этот вопрос. И тогда еще было доллар и песо 1 к 1. Вот вы застали, как говорят, золотые времена. Ну, они, не сказать, что они золотые, но, тем не менее, как бы было нормально, более стабильно. Было это стабильно. После, когда пришел Доляро, конечно, тут вот еще было нормально. И после 21-го, когда был переворот, да, там уже очень много потеряли денег, всего. Это была Каролина, когда мы, я думаю, наверное, все русскоязычные, и не только аргентинцы, потеряли деньги. Это какой год был? Это был 21 год.
2021. Ой, 2001 я Вот, обманывала. смотрю, да, 2001 год. Да, когда у нас же у всех мы приехали, как обычно, положили доллары в банк, мы же верили, что все будет так же стабильно, все так будет здорово. И вот этот, когда был переворот, и когда вот эта Каролина началась, мы поняли, что нам денег-то не отдадут. Все это уже Это цифры. все было Каролина, замороженные деньги на 4 года. И когда их начали выдавать, их пересчитали уже на песо в долларах, который был уже не 1 к 1, 1 к 6 тогда, по-моему. Короче, в 6 раз вы потеряли Да, и мы потеряли, и их не сразу выдавали, а частями. И очень много потеряли. Поэтому я слышу, аргентинцы хранят наличные доллары в матрасах. После этого, да, после этого всем... Люди обожглись, как в России когда-то, когда все потеряли сбережения. И у нас очень многие люди начали переживать, как дальше жить, как что. Работы действительно не было. И даже очень много уезжало. Была такая, опять же, программа, российская программа, когда в российском посольстве давали бесплатные билеты. И много семей отсюда уезжало обратно, да, обратно в Россию. И там давали даже что-то, какое-то пособие, что ли. Но это надо было заселять Сибирь и Дальний Восток, что-то туда куда-то, не в центр. Из Буэнос-Айреса совсем в Сибирь, да, на север. Вот куда-то туда. Но давали билеты бесплатные. Очень много семей уехало, потому что потеряли много работы, потеряли. Бизнес закрылся. Бизнес закрылся. Вот именно эта Каролина, которая... многие с бизнесом очень стало тяжело. Многие закрылись рестораны, кафе. Там ребята очень много вложили, потеряли. Это у нас было. Потом как-то оно все шло уже... более стабильно было в начале, когда был Нестор, да, более Кишнер. Тогда было более стабильно, более нормально. Как-то люди жили, опять начали бизнес открывать, опять подъемчик все, начался. опять все это, да, пошло. И вроде даже было очень сложно найти где-то вот локаль, что-то снять. Ну, это и были цены такие. И очень многие открывали. Даже у нас были ребята, которые открыли на Лаваже, там они открывали вещевой, привозили с Турции вещи. Тогда импорт был открыт. А это более-менее вот это вот было. Но потом опять все опять пошло в упадок, опять вот это. Ну и сейчас мы видим новую эпоху, опять пришел новый президент, мы про это еще поговорим. А что вас больше всего удивило в Аргентине, когда вы приехали в 90-е? Прям, или шокировало? Такое ощущение, что как будто мы вернулись много лет куда-то назад. Потому что здесь, да, красивый город, все красиво. Много не хватало того, что было у нас, например, в России, да, каких-то продуктов, какое-то вот эти метро нас убивали. Это все такое ощущение, как будто мы шагнули назад где-то, наверное, в 70-е. Полвека. Да. Думаю, боже мой, какой ужас. И нас это маленько убивало. Когда мы приехали, нас привезли сразу, когда встретили, нас привезли в Боку. Это какой-то был кошмар. И когда мы в Боку приехали, и нам говорят, вот, ребята, вот вы в Фамильяре живете, это ваша комната, где нету окон. Где только нету? Двери. Да, двери и все. Но там было очень много, 3 этажа русскоязычных. Комьюнити ходит сразу, да? И нам сказали, вечером опасно выходить в Боки, потому что там играют, будет это очень опасно. Лучше сидеть дома, когда идут игры. Значит, потому что всякое может произойти. Потом, когда дожди, вода поднимается до метра, не выйдете. Потом вас может снести водой. Думаю, боже мой, куда мы приехали? И мы пришли, когда после этого с отеля мы вышли, думаем, господи, какое убожество, куда мы приехали. Это Бока, это, конечно, старый район, и который... Неблагополучный. Такой, ну, конечно, да, он не очень хороший. И мы с сыном пошли, в первый же день мы с сыном пошли, выходим на порта. И смотрим, а тут другая жизнь есть, оказывается. А здесь совсем по-другому. Тут такая красота. Возвращаемся, как будто мы вот в другой век возвращаемся. Какая-то граница, и все. И когда мы начали ездить по Буэнос-Айресу, мы понимаем, что есть хорошие районы, есть нормальная, нормальная структура, все нормально. И когда возвращаешься туда, думаешь, боже мой, какой ужас. Надо быстренько оттуда уже сваливать. Да, это для нас был, в принципе, это было первые вот эти дни. Нам надо было, я думаю, что прожить. Мы очень много узнали,
все-таки это было русскоязычные, друг от друга все мы уже узнавали. Да, раньше же не было интернета, и вот этого телефона, это появился уже это намного позже. Все передавалось вот так, и по телефону, по стационарному. По телефону, вот там был 10 центавов, которым ты мог позвонить. Еще были карточки такие, которые стоили 20 песо, то есть $20, которые ты мог позвонить в Россию, из них там 20 минут, и пока ты набираешь, из них 10 ушло. И ты потом звонишь: алло, мама, все здорово, все хорошо, и все, ваше время закончилось. Да. И все. И это было все, что можно было. Не было таких телефонов. Естественно, все вот именно кто-то что-то подскажет. Это была нормальная школа, как бы нам уже рассказали. Потом, когда мы, уже начали переселяться, было очень сложно. Очень сложно. Мы думали, как же мы будем работать. Наверное, все, кто сюда приезжает, это большая часть, может быть. Это мало кто, может быть, если с большими деньгами. У нас были небольшие деньги. И мы, когда приехали, у нас оставалось где-то около $5000. Я думаю, боже мой, как мы будем жить, когда мы за отель платили $350. Какой-то отель за какую-то комнату. Условно, без полгода ничего. Это поесть и пожить в одной комнате. Ну, $30 еды, это можно было заказать и привезти большой тележкой. Это было очень много продуктов, потому что хлеб он стоил там 9 центавов. То есть еда стоила, как сейчас, очень дешево? Да, очень дешево. Но сейчас она не сейчас дешево. Вот, когда мы хотели снимать этот выпуск, мы написали сценарий, что еда дешево, а потом Милей сделал реформы, и сегодня мы зайдем в магазин, я у вас знаю, что у вас тоже, наверное, переоценка будет, да? Конечно. Зайдем в магазин обычный аргентинский, посмотрим, как там все вырастет. Все выросло. Прикольно. Интересная у вас, конечно, история, как вы приехали, такая true story иммигрантов. Ну, да, это было, как бы школа была нормальная. Я говорю, все мы тут, мы готовы были, мы знали 2 слова, которые записали, и мы ходили вот с этой бумажкой, и к каждому подходили и говорили: «Busco trabajo», больше ничего не могли понять. Это ищем работу. Они понимают, что мы ничего не понимаем больше. Ну что, идите мойте машины. Это мужчины, там женщины, естественно, не берут. Потом, женщина, если дай бог, она нам могла найти работу уборщицы где-то в каком-то доме. Это считалось вау, она работала по 15-16 часов и получала 10 песо. Это казалось, слава богу, я могу прокормить что-то. У меня, например, муж работал, он получал 30 песо. Это за неделю. Это он тоже краска, как все строители, где-то чем-то, потому что языка не знаешь. Вот я убиралась, ходила у евреев, это какой-то был ужас. И я работала 18 часов без выходных. И я получала 10 песо, и плюс у меня был 30 минут. Это у меня обед, я должна была быстренько поесть и опять работать, потому что там было жутко много детей у ней, у евреев. Это кошмар был. Все так начинали потихонечку, и вот как-то все это и все так и поднимались. Все. Потом уже потихоньку началась одна работа. У нас было очень тяжело. У нас до того, что заканчивались деньги, мы не знали, с чем мы будем. Хоть на улице. И нам помогал аргентинец, нам помог. Очень хороший друг, мы ему всегда благодарны. Он очень талантливый парень. Он был уменом и переводчиком официальным. Он знает 5 языков. Wow. Сейчас он преподает в Оксфорде. Он вообще закончил Оксфорд. И он нам помог, потому что у нас не было уже денег платить за жилье. И он взял нас себе. Мы жили у него, и он договорился, меня мужа взяли инкаргадой. И меня он устроил уборщицей, убираться. И я была довольна тем, что мы можем хотя бы заработать. А муж кем работал? Инкаргада — это в доме, который убирает. Да, консьерж по-русски. Вот. Здесь везде есть в подъездах консьержи. Это такой главный блюститель дома. И там дается бесплатное жилье у тебя, и всем ты пользуешься бесплатно. Это телевидение, у тебя, значит, интернет, уже появился интернет, интернет. И вот потихоньку потом мы купили первый компьютер в своей жизни. И мы его обучались вот так вот, когда кое-как своим знаниям, как могли. Вот мы выучили этот компьютер, и потом... У меня была первая работа после уборщицы, и я устроилась. Это по экспорту и импорту. Аргентинская компания. И вот я там работала, искала клиентов для продажи продуктов питания, фруктов, овощей из России. Это была первая моя работа, там у меня работал сын потом. И там мы проработали около 3 лет. Мы научились всему более. И потом мы решили открыть свое
все-таки дело, сколько можно. И решили, мы взяли кредит. Тогда это был бешеный кредит, $4000, потому что открыть компанию было не так дешево, очень долго. И мы открыли точно такую же компанию. И уже нарабатывали клиентов, и тогда мы начали заниматься экспортом и импортом. Вот это нас уже, когда мы начали тогда уже можно зарабатывать. Да, мы уже начали зарабатывать, мы очень много продавали бывшие СНГ, Испанию, ну вот Испания, Китай. Ну это же прям бизнес, серьезно. Да, это уже потихоньку это у нас, этим мы занимались, ну, в принципе, и сейчас еще есть у нас это. Занимаемся уже около, ну, где-то 18 лет. Круто. Поэтому, дорогие зрители, можно приехать в любую страну, начать с уборщицы и потом сделать свою компанию по международному импорту и экспорту. Поэтому нужно трудиться и не ныть, тогда все получится. Да, самое главное, тяжело, очень тяжело дается, тем более, когда ты работаешь с Россией или с тем-то временной, конечно, удается, да. Особенно с Владивостоком. Я, как обычно, начинала работать с 6 утра и заканчивала в 1 ночи, потому что Владивосток просыпается, мы ложимся спать. Вообще разница. Да, но я с Москвой сейчас работаю. Да, это очень тяжело, но оно нормально потом. Ты понимаешь, какой у тебя будет результат, и ты уже, когда ты уже входишь в это, уже нормально. Я полюбила эту работу, зато я очень много узнала. Какие фрукты, какие овощи, какие, оказывается, есть свои нюансы в этом. Даже и в продуктах, и в мясе, и все. Вот. Это мы все продавали и сейчас продаем. А сколько этому магазину? Авоськи? Как вообще он получился? Вообще, Авоську, во-первых, у нас был сначала овощной магазин. И я думала, ну как-то мы уже выросли, у нас овощи были и диетическое питание. Как-то выросли, маловато, что-то мне грустно стало. Я говорю, давайте-ка откроем, говорю, супермаркет, может, будет чуть легче. И сделаем там маленький уголочек русской еды. Мы еще не приезжали сюда. Такая волна эмиграции 22 года. Да. И у меня уже такая мысль была, говорю, небольшой такой, маленький сделаем какой-то. Ну и в результате хорошо. Мы решили потом начать искать локаль. Когда нашли локаль, говорю, вот маленький уголочек сделаю. И потом из этого уголочка начинает расти, понимаешь, что уже с каждым разом все больше и больше. Начали уже ребята приходить, те, которые много производят, им тоже хочется. Одни, другие. Говорю, давайте. И мы начинаем, в общем... Поставщики, русскоговорящие поставщики начинают приходить, и как помидорки. Вот это из Патагонии вы сказали, томатный сок. Это у нас из Мендосы. Из Мендосы. Да, и вот каждые ребята, которые... начали производить свою продукцию, давайте, конечно, почему бы и нет. И вот так у нас появилась вот эта вот авоська. В принципе, я еще даже не знала, как ее назвать. Авоська это была спонтанно. Ну вот как-то все приходят, вот у вас русская продукция, хотя бы имя какое-то ему дайте. Бренд магазина. Да, я говорю, какое же мы имя ему дадим? Какое? Я не знаю. И потом как-то оно машинально нам подсказало, говорит, слушай, а может авоська? Я говорю, да. Тем более в ритейл есть. Давайте авоська. И вот так у нас появилась эта авоська. И вот как-то она уже потихоньку начала расти, и ее очень много стало узнавать, люди приходят. Во-первых, очень здорово, что сюда приходят люди и взять продукцию, и поговорить. Они между собой разговаривают. И это здорово, что у них есть общение. Люди общаются. Да, многим не хватает. Многим не хватает. Кто приезжает, они одинокие, не могут найти себе друзей. Они очень потерянные есть, молодые. И они как-то с ними поговоришь, они вдохновляются, что не все так плохо. У вас крутая история. Очень крутая. Все такое проходят. Абсолютно. Наверное, редко кто не проходит. Добегают до такого результата, скажем так. Мы не знаем тех, кто не добежался. Они никогда не расскажут. Может быть. Самое главное, чтобы не бояться. Магазин — это сложная штука. Я думала, оказывается, что это будет легче. Ничего подобного. Это оказалось еще больше и очень проблематично с тем, что особенно на данный момент с этими ценами. Да, не знаю, что делать. Пляшет. С вашим опытом жизни в Аргентине, какие для вас самые главные плюсы и минусы Аргентины? Плюсы все-таки здесь люди хорошие. Это плюсы. Все-таки нету такой никакой агрессии. Добрые, это здорово. Да. И здесь самое главное, что мы живем все национальности более мирно. Нету такого, что как посмотришь там между страны, собой, разногласий. Здесь этого нету. Это, наверное, самое лучшее, что здесь климат. Что еще? Тепло, да. Летом бывает жарковато. Летом, да. Это тоже можно пережить. До марта месяца, в марте уже все будет нормально. Так что это все будет хорошо. По поводу, как дальше будет у нас, я даже не знаю. Посмотрим, надеемся на лучшее. Страшно, что вот эти цены скачут. Все-таки у людей нет таких денег.
И сейчас вот все равно покупаемость спала. Вот именно потому, или они ждут что-то другого. Не понимают люди, не понимают, да, на что нужно потратить. Кушать всегда будут хотеть, они всегда будут приходить, но она будет уже меньше покупаться, это тоже плохо. А есть в Аргентине какие-нибудь минусы для вас? Да как-то сильно таких минусов-то и нету. Наверное, мы уже просто эти все сложности прошли, и уже минусы далеко они, да. Конечно, не хочется возвратиться к тому, чтобы опять вот это какие-то сложности были. Ну, мы уже это прошли, и кажется, все будет нормально. Нет каких-то существенных минусов? Как такового пока нет. Ну, что минусы? Минусы только в том, что, конечно, очень много бедных становится. С каждым разом все больше и больше. Как оно выльется, неизвестно. Вот это вот. А так оно будет. Так это все нормально, все хорошо. В принципе, никто на тебя не нападает, не как вот я бывает посмотришь, вы так страшно, нас там... Да, убьют, расчленят, разрежут тебя прямо у твоего дома, прямо в центре города. Нет, в принципе, воруют везде телефоны. Мне кажется, в любой стране воруют. Ну вот у меня есть аргентинец знакомый, он в Барселоне в основном живет, он сказал, что тебя скорее убьют в Барселоне сейчас какие-нибудь беженцы барселонские, чем тебя ограбят в Буэнос-Айресе. Он говорит, в Барселоне намного опаснее. Тем более, вот видите, как говорят, ой, вот так опасно, тут вот меня убьют, тут меня разденут. Да не ходи ты там. И с телефоном вот так вот, и с роликсом. Не одевай ты эти вот это золото, и все будет нормально. Будь попроще, и к тебе, мне кажется, нормально. Хочешь в театр, на такси сел, хороший, да. Доехал в золоте, бриллиантах, что-нибудь такое. Мы вот были в колонии, я не видела, чтобы аргентинцы были в золоте, бриллиантах. Да, они одеты нормально, но сказать, что там что-то, ну, как наши любят. Это ну, все. Такое, да, дорого-богато. Да. Так Люди здесь не принято. Здесь миллионер будет проходить мимо и даже не заметит, что он миллионер. Как-то у них Боха, что ли, стиль называют, что в шортах таких и в шлепках могут быть миллионеры ходят. Да, и очень часто это они считают, что нечего выпендриваться. Ты должен быть таким же, какой был ты когда-то изначально. Ну, я очень много знаю, которые миллионеры, и они когда всегда мне говорили, Люб, самое главное, не выпендривайся. И самое главное, как бы, всегда будь к людям нормально относиться, и все. И не надо вот это, ты не показываешь, что ты можешь что-то купить, потому что рядом с тобой человек, который не может. И это его обижает. Чтобы не надо обижать людей, которые не могут себе позволить, и злить их. Не надо излишне показывать свои деньги. Они правы. Зачем вот эти вот все, как у нас вот, многие любят, вот надо вот брендовую одежду. Хорошо, у тебя есть эта брендовая одежда, но ты всегда должен оставаться человеком. Согласен. Это самое главное. Спасибо, Люб. Да. Ребята, поэтому приходите в магазин «Авоська». Мы оставим ссылочку в описании на геолокацию, чтобы вы могли вбить в навигаторе, приехать. Покупайте крутые русские продукты. Вот, а мы продолжаем. А сейчас я отвечу на те вопросы, которые вы мне прислали в Телеграм. Потому что в Телеграме мне всегда можно прислать вопросы. Если вы еще не подписаны, подпишитесь на мою телегу. И на вопросы, которые вы писали в комментах под прошлым выпуском. Один из самых популярных вопросов — это как переводить сюда деньги. Первый вариант — это Western Union. Переводите доллары, получаете здесь песо по хорошему курсу, действительно. Второй вариант — это криптовалюта. Здесь котируется USDT. Практически в любом обменнике вы можете поменять USDT на песо по хорошему курсу, сильно выше официального курса. Ну и, конечно, вариант — привозите с собой наличные доллары, когда летите в Аргентину. Это самый выгодный вариант. Что такое белый и черный курс песо? Есть песо официальный, сейчас на сегодня он там около 800, есть песо доллар-блю он называется. Курс, по которому реально вы можете обменять доллары на улице. То есть если официальный условно 800, то черный сейчас 1000, хотя раньше разница была в 2 раза. Никогда не меняйте по официальному курсу, меняйте по более выгодному доллар-блю, то есть черному курсу. Пускают ли в Аргентину беременных россиянок? Да, пускают. Здесь где-то полгода назад был скандал из-за одной скамерской конторы мерзких помогал русских, которые намутили здесь воду и подставили все русскоязычное комьюнити. Я не буду говорить, кто это, потому что на меня подадут в суд, но вы все можете погуглить в интернете и понять, что это была за контора, в которую не надо обращаться. Сейчас всех пускают, но будут требовать обратные билеты, поэтому всегда покупайте обратные билеты. Какие авиакомпании требуют обратные билеты, какие не требуют, это все очень быстро меняется, поэтому смотрите в русскоязычных чатах и комьюнити. Какие есть достойные паблики с хорошей информацией, мы сейчас выведем на экране, и все они будут в описании. Эти паблики и чаты читаю лично я, моя команда и мои друзья. К русским относятся отлично, нет никакой дискриминации. Аргентинцы интересуются, почему вы так издалека приехали, какая у вас культура, какая у вас еда, у вас холодно, ходят ли у вас медведи, играют ли они на балалайке. Короче,
Вся классика, которую вас могут спросить иностранцев. Никакой дискриминации, русофобии здесь нет. Это отличная, замечательная многонациональная страна. Следующий вопрос. Есть ли здесь русское комьюнити, есть ли с кем пообщаться, поговорить, потусоваться? Да, есть, и оно большое. За последний год появилась куча русских ивентов, куча русских заведений. Что здесь есть русского? Есть русский бар, есть русские салоны красоты, доставка русских продуктов, русский магазин, который мы уже снимали в этом выпуске. Даже есть русский стендап-клуб, который устраивает ивенты по выходным, и можно прийти послушать комиков. Каждые выходные проходит тусовка русского комьюнити в русском баре Будапешт. Есть различные сообщества предпринимателей, даже айтишников. Причем айтишники разбиты на группы. Маркетологи, там, SEOшники, разработчики мобильных приложений. В общем, здесь большая русская тусовка, и если вы хотите с кем-то общаться, вы найдете с кем общаться. Вопрос, который мне задавали очень много раз, что сейчас происходит в Аргентине с ВНЖ и гражданством. Поэтому я для вас узнал у адвоката, что же сейчас происходит. Кому дают ВНЖ, он же ДНИ здесь, и кому дают гражданство, кому нет. По рождению ребенка, если вы приехали и родили здесь ребенка, то и ребенку, и вам довольно быстро дадут ВНЖ. То есть был вот этот скандал с русскими помогалами и не давали. Сейчас все нормально, от месяца до 3 обычно вы получаете ВНЖ. И можете подаваться на гражданство. Рантист или рантье – это когда у тебя есть пассивный доход от сдачи какой-то недвижимости, больше $1000. На самом деле эти ВНЖ никому не дали за год, и с этим большая проблема. Как я говорил, не стоит подаваться по этому типу ВНЖ, потому что пока еще никому не дали. ВНЖ по учебе для взрослых. При поступлении в аккредитованные учебные заведения, да, сейчас такие ДНИ дают. То есть вы спокойно можете получить ВНЖ по учебе. Но имейте в виду, что вам будет нужен определенный уровень испанского, чтобы учиться. Следующий тип ВНЖ – это фейковые рабочие ВНЖ, когда какие-то помогалы пытались вас устроить какую-то компанию, подтасовать документы, и чтобы вы получили ВНЖ. Нет, это не работает и не будет работать, потому что миграционка очень хорошо все проверяет. Поэтому не платите никаким проходимцам, это не поможет. Беженство и гуманитарная виза. Как я говорил раньше в выпуске, я не советую с этим связываться, потому что вы будете вечным беженцем, которому будут выдавать временное ВНЖ на 3 месяца и продлевать его хоть 5 лет. Да, вы сможете жить здесь легально, но никакие документы не получите. По беженству у вас будут 2 сложные комиссии, где вы будете все это доказывать, почему вы там беженец, и, скорее всего, вы проиграете. Поэтому не слушайте никого и не делайте этот мутный вид ВНЖ. К тому же, скорее всего, у вас будут потом различные юридические проблемы по всему миру. Брак с аргентинкой либо с аргентинцем, да, ВНЖ дают, это все нормально работает. Следующий вопрос, который волнует многих: могу ли я родить здесь ребенка, например, получить ВНЖ паспорт ребенку, получить себе ВНЖ и улететь. Потому что раньше были слухи, что ВНЖ забирают у тех, кто улетает. Я позвонил адвокату специально перед сегодняшними съемками и спросил, какова ситуация с этим. Она сказала, что на данный момент ВНЖ не аннулируют, у нее улетели клиенты уже месяц в России, и никто ничего не аннулирует. Что гражданство выдают, но сейчас меняется власть, будет другой начальник миграционки, она надеется, что получше. То есть сейчас улететь можно, ВНЖ у вас не отберут, дело по гражданству не остановят, но что будет дальше, когда будет меняться правительство в феврале, непонятно. Поэтому я бы пролетал и смотрел бы на месте. То есть на данный момент все окей. Но что будет с новым начальником миграционной службы, непонятно. Поэтому, опять же, смотрите свежую инфу в телеграм-чатах и комьюнити, которые мы оставили в описании. Что еще важно сказать, что за последний год здесь развелось очень много скамеров, проходимцев и мошенников, которые предложат вам сделать гражданство, ускорить его, помочь там с документами и прочую другую муть. Особенно сейчас популярен один чувак, один адвокат, который предлагает вам прилететь в страну, не получать ВНЖ и сразу начать делать гражданство. Нет, это все неправда, это все скам. И не ведитесь на красивый маркетинг этого адвоката. Естественно, я не могу вам сказать, кто это, потому что на меня подадут в суд, но я могу вам единственное сказать, что его фамилия начинается на «Р». Для того, чтобы получить гражданство Аргентины, вам сначала надо получить свой ВНЖ и потом подаваться. А всякие мутные схемы, что с момента приезда вы там на что-то имеете право по закону 18 века, не верьте в это. Я уверен, вы сразу поймете, о ком идет речь, когда попадетесь в их телеграм-чат. Это не работает. Сейчас этим чуваком судится много людей. Паспорт Аргентины, что дает, зачем вообще он нужен, я вот специально выписал. Один из самых сильных паспортов в мире, 170 стран без виз, в том числе UK, Новая Зеландия, Япония, Евросоюз. Упрощенное получение визы в США и Канаду на 10 лет. В Аргентине нет армии и воинского призыва. В Аргентине бесплатная медицина и образование. Пока что. Если это сделают платным, то это будет стоить каких-то адекватных денег. А что здесь вкусное и недорогое мясо и вино, поэтому приезжайте, пробуйте. Нужно ли знание испанского? Смотря какой стиль жизни вы выберете. Если вы будете общаться только с русскими экспатами, либо, например, с англоязычными, то, конечно, вам оно не нужно. Нужно знать базовые слова, 10-20 слов, и все, вы сможете заказать еду в ресторане и
заплатить в магазине. Конечно, если вы хотите полноценно погружаться в культуру страны, общаться с местными, то вам придется выучить испанский язык, потому что только 7-10% аргентинцев говорят на английском. Так, чтобы можно было поддерживать разговор. Лично я из-за переезда, нагрузки по бизнесу, других разных проектов типа моего YouTube-канала не выучил испанский язык за этот год. Я знаю 30-40 слов, которые позволяют мне заказать еду в ресторане, общаться в такси, транспорте, в магазине, ну, в каких-то бытовых вопросах. И я как бы не сильно страдаю, общаясь с нашими русскими экспатами и аргентинцами на английском, как вы видите. Поэтому ничего страшного, если вы не выучите испанский в какое-то короткое время. Если у вас есть работа на русском или английском языке, конечно. Давайте резюмируем то, что я говорил. Кому стоит ехать в Аргентину? Первое, если у вас есть доход хотя бы $2000 на семью. Если меньше, то будет тяжеловато. Желательно иметь $2000 в месяц. Тому, кому не нужно куда-то летать каждый месяц. Потому что, как я говорил, 18-часовые прилеты очень сильно выматывают и бьют по карману. Я рекомендую ехать сюда тем, кто не сильно переживает из-за отсутствия широкого количества брендов одежды. Да, здесь есть базовые бренды, но если вы там фэшн-дива, либо вы любите менять одежду каждый день, здесь будет тяжеловато, потому что количество брендов ограничено. А те бренды, которые есть, стоят недешево. Рекомендую ехать в Аргентину тем, кто любит приключения, кто хочет исследовать страну, потому что переезжать из одного каменного мегаполиса в другой так себе идея, если вы не собираетесь посмотреть страну. Ну и, конечно, если ты IT-специалист, или удаленщик, для тебя это отличная страна, особенно если ты получаешь в долларах. Кому я не рекомендую ехать в Аргентину? Тем, у кого нет стабильного источника дохода, и если вы не говорите по-испански. Будет очень трудно. Конечно, все реально, но будет очень трудно. Не рекомендую ехать тем, кто надеется найти здесь высокооплачиваемую работу. Здесь ее практически нет. В том плане, как мы привыкли считать высокооплачиваемую работу, когда это несколько тысяч долларов. Поэтому обзаведитесь каким-то удаленным источником дохода, и желательно в долларах. И вот тогда можно спокойно ехать сюда. Еще один интересный вопрос, который стоит обсудить, это что ждет Аргентину в будущем и кто такой новый президент Хавьер Милей. Вообще про него говорят много и разного, и весьма неоднозначного. И это уникальный персонаж на политической арене Аргентины. Чтобы не читать всякие фейки и вбросы о нем, я перевел официальную программу президента Аргентины с испанского на русский и выложил ее в Телеграме. Поэтому переходите по ссылочке в описании, там будет ссылка на программу Милея, переведенную на русский. Но давайте все же поговорим, что в этой программе такого есть. Я собрал некоторые интересные тезисы. Милей либертарианец, и он выступает за капитализм, бизнес и частную собственность против всяких социалистов. Милей хочет урезать все необоснованные пособия и выплаты, с помощью которых пиранисты покупали себе избирателей. Пиранисты — это леваки, популисты и вообще те люди, которые развалили страну и привели ее в то состояние, в котором она сейчас находится. Милей уже уволил половину бесполезных чиновников и сократил число министерств с 18 до 9. Потому что здесь были какие-то несуразные министерства гендера, социальной справедливости и прочая муть, которая просто сосала деньги из страны. Также Милей хочет реформировать трудовое законодательство, чтобы избавиться от дармоедов, которые душат и кошмарят бизнес. Я рассказывал про тех сотрудников, которые просто устраиваются и ничего не делают, и с ними ничего нельзя поделать. Надеюсь, это исправится, и все дармоеды пойдут спать на улице. Также Милей хочет ограничить права экономических террористов, профсоюзов, которые здесь являются вообще отдельной веткой власти, по факту это мафия, которые выгоняют сотрудников на протесты, а бизнес за это платит. Супер крутая инициатива. В общем, судя по программе, Милей хочет закончить халяву в стране, ограничить бездумную раздачу благ и заставить аргентинцев работать как в золотой век Аргентины в 1900-х годах. В целом, выглядит это довольно неплохо. Вопрос в том, что все мои друзья-аргентинцы говорят, что Милей делает это слишком резко, и народ это не примет, потому что в первый месяц правления президента курс вырос в 2 раза. Фактически население утратило покупательскую способность в 2 раза. Посмотрим, как новый президент будет справляться с этими реформами, но в любом случае следующие 2-3 года для Аргентины будут очень непростыми. Во всяком случае, уже понятно, что халявы больше не будет. Страну ждет период непростых перемен, но это хотя бы позволит задуматься о том, чтобы вести здесь бизнес, платить налоги и нанимать сотрудников. Поэтому хочу только пожелать стойкости замечательным людям Аргентины, довести свои экономические реформы до конца и вернуть Аргентину в свой золотой век. Как тебе кажется, что будет в отдаленной перспективе? Если правительство продолжит совершенствовать Аргентину, они будут сохранять спокойствие людей, вроде того. Что тогда будет через 4-5 лет? Как изменится страна? Я думаю, что ситуация здесь улучшится. Проблема, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас, заключается в том, что правительство, новое правительство, нуждается в поддержке народа, а оно полагается только на себя. Если заручиться поддержкой народа, я думаю, возможно, все. В долгосрочной перспективе все улучшится. На самом деле, я уже говорил, что сейчас мы по уши в дерьме.
Потому что нам приходится платить за все неудачные решения, которые принимает наше правительство. Надеюсь, что станет лучше. Будет лучше и лучше, потому что Аргентина замечательная страна. Если ты посмотришь на всех здешних политиков, а потом на других, например, на Трампа, то ты поймешь, что когда подобные политики приходят к власти и начинают говорить те же вещи, все начинает работать, знаешь. Не знаю, например, социалистические движения. В любой стране социализм не работает. Убрать социализм, установить капитализм, и все заработает. Да, так все работает. Ну что же, я надеюсь, что ваше правительство совсем справится. Желаю Аргентине всего наилучшего, процветания, и я очень надеюсь, что мы все успешно переживем эти трудные времена. Да, печально, что вашему поколению приходится платить за все ошибки предыдущего правительства. За поколение, которое жило условно бесплатно. Да, конечно. Да, спасибо тебе большое. Рад был тебя видеть. Я возьму несколько бутылочек. Да, конечно. Мы всегда будем рады видеть тебя. Да, кстати, о кризисе. Сейчас в Аргентине сложный период, но у вас новое правительство. Что ты по этому поводу думаешь? Что произойдет в Аргентине в ближайший год, может быть, 2, 3, 4, 5? Года? Я думаю, это слишком далеко, чтобы думать об этом. Если честно, я думаю, что все произойдет гораздо раньше, и на улице возникнут проблемы. Правда? Да, я думаю так. Да. Да, корректировка должна быть, конечно. Она слишком большая для людей. Настолько? Да, очень большая. Я понимаю, что он пытается сделать с экономикой. У нас очень большие экономические проблемы последние несколько лет. Десятилетия, да. Да, верно. Это то, чего мы не можем отрицать. Да. И эта проблема появилась не сегодня. Она тянется очень-очень давно. И потом это связано со многими вещами. В какой-то период у нас были большие долги. Мы платим МВФ тем, что у нас есть. Просто тем, что есть. МВФ? Да. Мы должны заплатить Соединенным Штатам. Понял, да. Долги. Да, мы платили из того, что было, и мы выплатили их. У нас есть экономические проблемы, но они все измеряются в песо. Да. После этого правительства Макри мы снова просим. Мы просим на это денег у Соединенных Штатов. И теперь у нас снова есть этот долг. И да, у нас снова есть проблемы с долларом. И количеством людей, которые заслуживают действительно жить хорошо. Все эти проблемы существуют уже очень давно. Но те корректировки, которые недавно привезли, были тем, что нужно делать постепенно. Потому что вы не можете просто повышать цены. Это неприемлемо. Слишком быстро. Слишком быстро и неаккуратно. Вы делаете цены, как в Европе, но вы при этом не меняете зарплаты людей. Да. Как бы они смогли сделать это правильно, мы уже, к сожалению, не узнаем. Но людям тяжело жить. 2 дня назад цена на многие продукты выросла в 2 раза, удвоилась. Увеличилась на 100%, да? Песо был 400. А теперь удвоился, стал 800. Да, и теперь цены... Да, начиная с января у нас произойдут большие перемены. И тогда у нас уже будет манифестация. Она будет намного более организована, чем в прошлые разы. Не знаю, я не вижу в будущем никакого позитивного прогноза. А как тебе кажется, может ли быть насилие на улице? Столкновение полиции и профсоюзов, например? Все, что касается социальных проблем, я думаю, да. Возможно, но Патрисия Булрич, министр обороны, она сказала... Полиция... Она говорит, что это было не последнее правительство, не предыдущее, которое этим занималось. Они говорили, что... Да, и президент в том числе. Они говорили, что поставят на улице полицию и армию и будут патрулировать. Полицию и армию? Да. Но дело в том, что нам не нужно забывать, что манифестация — это наше право. Это право. Так что, если люди решат проявить свою позицию, государство может попытаться противостоять им. Но ограничивать? Ограничить. Нельзя ограничивать протестующих, тем более убивать людей, потому что они в любом случае являются деньгами для государства. И в конечном итоге, и в конце концов, государство обнаружит, что протесты и манифестации будут огромными. Да, я думаю, им нужно просто найти баланс, потому что они сказали протестующим ребятам, чтобы они не перекрывали дороги. Это первое правило. Новое.
При прошлом правительстве дороги могли заблокировать. Итак, он говорил, что не будет вводить налоги. Но теперь он ввел налоги, чтобы они не могли экспортировать и импортировать со всеми этими налогами. В любом случае, у нас определенно будут большие проблемы, потому что он не делает то, что говорил, что будет делать. Он был избран из-за некоторых резолюций, которые он решил принять. Потому что его программа выглядит блестяще, я перевел ее на русский, и там вроде все окей. Там говорится о многих хороших вещах, о свободном импорте и экспорте, и много о чем еще. Да, нам нужно доверять правительству. А потом министр экономики снова обратился к ним за деньгами. И они сказали нет, потому что там написано, что сначала нужно заплатить по предыдущим долгам. Да, за прошлые долги. И потом вам нужно... Просто ситуация в том, что... Значит, ты думаешь, что они делают это слишком быстро и грубо? Это слишком быстро. Настолько, что люди не могут позволить себе это. Да, все это сложно. Я сказал, что даже для экспатов, которые получают зарплату в долларах, раньше все было в 2 раза дешевле из-за курса на черном рынке. Жить здесь мне было дешевле. Да, это по-прежнему дешевле, но теперь уже всего на 20%. И все это изменилось за 2 дня. За 2 дня, да. Наши зарплаты составляют примерно 200 или 300 долларов. Итак, мы посмотрим, как это будет дальше, но началось все очень быстро. Я думаю, да. Конечно, мы понимаем, что он хочет сделать, но это очень дорого. Причем это обходится дорого даже многим людям из среднего класса. Да. И тогда возникают проблемы, потому что таких большинство. Да, но если это продлится 2-3 месяца, то ничего страшного. Но если это продлится 2-3 года, то ситуация печальная. Зарплаты не растут, цены высокие. Мы не устоим. Да. Люди тогда скажут: «Милей, уходи». Да. Ну, посмотрим. Потому что я желаю Аргентине всего самого наилучшего. Процветания стране, сделать Аргентину снова великой. Как это было... Нам не нужно, чтобы все было настолько здорово. Все дело просто в силе. И, вероятно, это тоже очень важный момент. И во внутренней политике, и во внешней. Но ты знаешь, какими ресурсами располагает Аргентина. Конечно. Поэтому мы ничего не делаем. Очень интересно приехать сюда, чтобы взять воду, целые реки и весь потенциал, которым обладает страна. Я думаю, вся проблема в этом. У вас есть все, но нужно просто хорошо этим управлять. Я надеюсь на это. Я надеюсь посетить Россию снова. Да? Да, конечно. Да, хорошо. В следующем году я тоже поеду в Россию. Да, и вот тогда я покажу тебе все хорошие места в Москве и окрестностях. Спасибо. Да. Так что спасибо, что поговорила со мной. Спасибо, что поговорили об Аргентине, о России. И я очень надеюсь, что в следующем месяце, в следующем году все станет еще лучше. Потому что я очень сильно люблю Аргентину. Да, я понимаю тебя. Я тоже очень надеюсь. Надеюсь, что наша страна, наша Родина, да и просто весь мир станут лучше. Я надеюсь. Мы надеемся. Нам нужен хотя бы 1 позитивный год, потому что предыдущие 3 или 4 были трудными, начиная с пандемии. Определенно. Да, нам нужно, чтобы год был позитивным. Увидимся на следующем уроке. Да. Да. Друзья, очередной гость нашего выпуска, совладелец бара «Бухарест», центра культурной жизни русского комьюнити в Буэнос-Айресе. И сегодня мы поговорим, как он к этому пришел, как сюда попал. Здорово, Дим. Привет. Нет, здорово. Ну что, расскажи немножко о себе, сколько тебе лет, сколько ты в Аргентине уже? Слушай, сколько я? 1,5 года уже здесь. Получается, когда я приехал сюда, мне было лет 40. Сейчас уже 41. То есть я отметил здесь свой день рождения, который был около зимы. Теперь он около лета. Мне это очень импонирует. Почему Аргентина? Я у всех это спрашиваю, всех наших гостей. Почему Аргентина? Не Америка, не Израиль? Да. Во-первых, простота легализации, мне показалось, здесь достаточно просто легализоваться любым способом. Хочешь по болезни, хочешь по школе, хочешь по... Ребенка роди. Да, это... У тебя вроде есть уже? Нет, у меня есть, да. Это не мой случай, но можно ребенка родить. В итоге я устроился на работу и легализовался по работе. Один из немногих, кстати. Наверное, да. Тут это не самый популярный способ,
Потому что аргентинцы не хотят особо русских брать на работу. А миграционка проверяет все фейковые договора. Полностью. Да. Полностью. Это самый, наверное, сложный способ, мне так показалось. Стопудово. Потому что я работаю сам, грубо говоря, сам у себя. Очень большие талмуды документов нужны. Поэтому, если какие-то проходимцы предлагают вам фейковый трудовой договор, поверьте, это шляпа и полная профанация. Не делайте так. Ты прилетел в Аргентину уже 1,5 года. Я, кстати, тоже. Мы с тобой в одно время приехали. Да, и мы познакомились тоже на одной из тусовок. Тоже. На одной из тусовок русских. Да. В результате вот у нас примерно одно и то же время нахождения здесь. Какие для тебя самые большие плюсы об Аргентине? Плюсы сейчас становятся их все меньше и меньше. Рассказывай. Не, ну, на самом деле, меня все пока устраивало до момента смены власти, скажем так, да, в Аргентине. Но я надеюсь, что все будет еще лучше, чем было. Просто будет какой-то сложный период у Аргентины, по-любому. Может, год, может, больше. Ну, 2-3, может быть. Да, ну, прям будет тяжело, но в итоге Аргентина расцветет, мне так кажется. Я надеюсь на это очень. Это очень было похоже на Россию в начале вот каких-то 2000-х. 90-е. Да, 90-е, 2000-е. Я мечтал попасть вот в начало России, вот, рассвета России, да, когда в 2007 Когда все строилось, заводы кто-то покупал. Да. Вот я думаю, вот неужели я попал в эту страну, где вот это сейчас начнется? Ну, вот это вот мне плюс. Мне нравится быть в истории, скажем так. Плюс это время возможностей. Да, время возможностей. За что не возьмись, скорее всего, оно то ли не то, что недоразвито. На низком уровне развития. Да. То есть те же сервисы, ну, вот сейчас ребята русские приехали, открывают там кофейни, доставки, еще что-то. Маникюры, производство еды. Да. Бары. Да, бары, в конце концов. Куда еще пойти выпить, кроме как Бухарест? Да, много мест есть, но я не буду все перечислять. Одно из хороших мест это здесь. Где вы найдете русский комьюнити, это Бухарест. Приходите. Смотри, время возможностей, да, то есть возможности. Это плюс в Аргентине. Типа, что еще? Плюс, мне нравится климат. Несмотря на то, вот сейчас жарко, душно. Да, жарко, душно, лето. Но я вырос в теплом климате, и мне это нравится. То есть я не чувствую, что здесь что я замерзну, что мне там надо, как в Москве, там 10 пальто одевать. И нету слякоти под ногами. Вот это от этого я кайфанул, я уже рассказывал в видосе. Даже зима, если ты заметил, она не такая дождливая, как весна и осень. Ну сколько, 7-8 дождливых дней было, по-моему, эту зиму? Весной и осенью сильно больше дождей, несмотря на температура повыше. Но сама зима такая сухая. Очень сухая? Да, мне понравилось. И третий какой-нибудь пункт. Мне нравится здесь все-таки комьюнити русское. Приехали люди, которые по своим причинам, конечно, они сюда приехали, но они все, знаешь, как... я их называю сливки общества. То есть они хорошие ребята. Да, наши ребята, которым можно практически, не знаю, там, строить бизнес, там, еще что-то, договариваться. Надежные, хорошие люди, да. А не то, что, знаешь, ты в России, здесь тоже есть, конечно, такие, что мошенники и прочее, но в основной массе люди здесь приехали хорошие. То есть крутой комьюнити, да, то есть я тоже, кого русских ребят знаю, интересные люди. На самом деле я дофига чему научился за год, потому что здесь куча предпринимателей, тем более айтишных предпринимателей, мне дофига айтишных и просто офлайновых предпринимателей, то есть много предпринимателей приехало. Комьюнити, окей. Да. Все, вот это вот мои 3 основных плюса, которые мне, в принципе, очень нравятся. То, что не нравится, можно долго перечислять. Да? Давай, ладно, про минус. Давай, кратенько пройдемся по минусу. Хорошо. Здесь очень сложно строить именно прогнозируемые какие-то бизнесы, да? Потому что поставщики у нас опаздывают, работники опаздывают. Дедлайн они не уважают. Дедлайн, да. То есть, как мы привыкли в России делать, да? То есть, опоздал на 5 минут, ты предупреждаешь, да? Нет, даже не так. 5 минут это ерунда. Самое страшное, я не приду сегодня. А позвонить об этом и сказать никто не... Даже не говорят, да? Просто не пришел, да. Ты ему пишешь и говоришь, ты где? Ой, я не приду, у меня сегодня там понос. Кстати, это ты не первый, кто говоришь про понос, потому что другими предпринимателями я говорил, они говорят, реально, у меня диарея, я не приду. Да, так 7 дней можешь подряд. И он об этом не предупреждает. Мы ориентируемся уже, пытаемся сориентироваться в ситуации по факту. То есть не сказал, что я там утром у меня плохо, я не приду. Мы по факту ищем другого сотрудника, который выйдет вместо этого. То есть минус невозможность планирования из-за менталитета текущего бизнеса и ребят, жителей, да? То есть это такой большой очень минус, который мне не очень нравится. Еще что? Возможно, есть, это даже не назову так, такая грязноватость Аргентины. Есть такое, да, что они к чистоте относятся. Да, так по-пофигистически. То есть
Супер. Ну, это... Ты не первый, кто это говоришь. Ну, логично. Не, мы все живем в одной стране. Да, мне жена вообще бесит, потому что стакан приносит там, допустим, Да, может да, быть, в потеках, типа, не протерли. Ну, мы тоже боремся, ну, потому что у нас сотрудники аргентинцы, и они так к этому и относятся. То есть стаканы могут там... приходится перемывать. Ну, то есть, прости, проверяющий русский ходит, говорит, перемывай грязно, да. Ну, поэтому у вас и народ ходит, потому что русский сервис, который чистый стаканчик. мы стараемся приблизиться хотя бы, к русскому сервису, но за счет менталитета местных все равно у нас в Бухаресте стаканы чистые, а пиво холодное. Да. Ваше здоровье. Ваше здоровье, Дмитрий. В принципе, такого напрягающего сильно нет. Все в рамках... Короче, можно это терпеть. Мы со своим уставом не можем прийти в чужой монастырь. Не можем. Мы привыкаем к тому, что есть. Правильно? Конечно. Ну все, я привыкаю к тому, мне приходит там кондерщик, там 2 недели, я терплю. С кондерщиками, я, кстати, вот в видео несколько раз говорил, что с кондиционерщиками через 2-3 дня приду, через 3 дня, через неделю приду. То есть я научился там крутить краны, там сам все это делаю, потому что я никогда этим не занимался. Да, русские мужики рукастые, но пришлось этим заняться, потому что, мне лень мне его даже лень вызвать, потому что я знаю, что он придет через неделю. И проще самому. Да, проще мы все с тобой разбирали машинки, оставались лишние детали, но они ехали, согласен? Окей. Слушай, вопрос такой к тебе, как предпринимателю, и ты нанимаешь людей, и сам до этого бизнеса там работал частником. Сложно ли в Аргентине найти работу русскому, который приедет? Смотря чем он занимается. Если он рукастый парень, очень много у меня знакомых друзей, которые рукастые, именно, знаешь. Починить что-то могут, построить. Мастер на час, из серии. У них запись на несколько месяцев вперед уже. Серьезно? Да. То есть они все забиты. Кондерщики, опять же, обслуживающие кондиционера. Сейчас сезон, они все забиты. Не запишешься. Электронщики, тоже друзья у меня есть. Тоже все записано намного... Электронщики что делают? Чинят электронику. Электрику вот. Электронику? Телефоны, компьютеры, да. То есть они все, у них запись большая. Из серии, знаешь, я приехал, я бухгалтер? Нет. Скорее всего, невозможно. Другая бухгалтерия, другой язык, другие правила совершенно. Да. Это либо ему надо очень быстро изучить язык и еще изучить бухгалтерский учет, который здесь очень сложен, кстати. Геморный был вообще. Прям без аутсорсинговой фирмы, скорее всего, это было бы невозможно. Я изучал, пробовал. Я хотел рассказать про налоги подробно об этом выпуске, но понял, что когда я поехал к финансистам, консультантам, я все законспектировал, открыл через 3 дня и понял, что я не помню ни хрена. Я даже не пытаюсь это изучить в общих чертах, чтобы просто понимать, что у нас где-то не... Я не стал это рассказывать, потому что это очень сложно. То есть работа, если ты рукастый, и оффлайн работа... Для рукастых, опять же, айтишники, они удаленно все работают. На Америку, Россию, там, Испанию. С этим нет проблем, да. А именно рукастых на расклад. Полезный экспириенс, что ты сказал, что рукастые люди могут здесь заработать. Потому что здесь реально низкое качество услуг, какое-то бытовое. И надо искать своего мастера, своего спеца-аргентинца, который вовремя приходит. И, эти контакты все на расхват. Да. Друг другу передаются. Да, и чужому ты не дашь, потому что потом ты его не сможешь вызвать, он когда-то уйдет там, да. Давай расскажем про бар. Как вы сделали бар Бухарест? Это стало центром русского комьюнити Буэнос-Айресе, можно сказать. Это все началось со встречи, одной из бизнес-встреч. Нас пригласил текущий партнер на ужин. Просто говорит, приходите, ребята русские, пообщаемся, может, какую-нибудь тему придумаем вместе, или еще что-то похожее. Мы пришли, начали общаться. Говорит, давайте, что вы предложите? Я говорю, давай сделаем кальянную. Он говорит, хорошо, давай. Все, собрались и начали делать. Долгий был процесс поиска помещений. То есть эта кальянная в итоге переросла в что-то большее. Да, там начали искать бар. То есть очень много помещений перебрали. Везде, самая проблема – это помещение. Почему? Потому что требуют обычно гарантию, требуют залоги какие-то. И особенно для бизнес-помещений это актуально. Но, тем не менее, все удалось. И в основном аргентинцы, которые сдают это, им это очень неинтересно. Сам понимаешь, помещение стоит там $1 миллион-2 долларов, да? А сдают они его там за 600 1000 баксов, да? И то есть срок окупаемости практически никогда, да? И оно им, что есть, оно у него стоит, деньги... не хочешь геморроиться. Типа деньги сохранены в бетоне, да, и все, и оно нормально. И вот, чтобы сдать помещение, прям надо их упрашивать, там, такое. Ты не первый, я с барбером говорил с вами, он говорит, хотел парикмахерскую, там тоже.
И ну, просто... знаешь, мне лень, типа, сдавать. Типа, говорит, чувак, я тебе бабки предлагаю. Он говорит, нет, подожди, я там сейчас на океан поехал, давай через 2 недели наберешь. Я говорю, в смысле? Я деньги предлагаю. Здесь, кстати, здесь не работает такая штука, что я тебе предлагаю деньги, давай делай. Нет, здесь не работает. Аргентинцы другие. А у них мало денег у многих, но даже предлагают 1000, 2, 3 доллара, допустим, годовую зарплату, они не будут за это сейчас бежать и что-то делать, если они отдыхают, либо они проводят время с семьей. Так не работает, правильно? Да. И не мотивация, денежная мотивация для них вообще... Даже если у них мало денег, ты даешь им годовую зарплату, он говорит, слушай, братан, у меня сейчас Париж, гриль с друзьями, извини. Да, завтра. Приходи завтра, а лучше после недельки. Там, да. И хотя ты годовую зарплату даешь. Да. Так и есть, правильно? Да. Вообще, в этом была сложность, то есть вроде и помещение находится, и все, и договариваешься, завтра. Короче, вы нашли это, да? Да, нашли это, который хозяин, согласен был продать, скажем так. А как вы концепт бара придумывали? Один из наших партнеров, он как управляющий партнер, соответственно, он занимается барами. Соответственно, он придумал концепцию. Это гастробар, то есть гастробар, я так понимаю, подразумевает под собой смену кухни. То есть можешь менять кухню чуть ли не там в любое время, да? Кухня обновляется регулярно, то есть каждый месяц может быть абсолютно другая кухня. Это концепт гастробар. Все. Сейчас, получается, у вас проходит дофига русских мероприятий. Я был на тревел-клубе, когда девушка рассказывала, как она объездила там пол Аргентины. По-моему, в Сальто она ездила, где кактусы. Да. Было интересно. Мы приглашаем, не то что приглашаем, мы предоставляем спикерам площадку. То есть они могут проводить любые мероприятия, какие хотят. То есть про путешествия рассказать, там, про стендап периодически проходил, за открытый микрофон. То есть, просто есть площадка. Друзья, мы оставим адрес бара «Бухарест» в описании. Еще здесь появится сейчас адрес. Также мы оставим Инстаграм. Если будет телега, тоже бара оставим, чтобы вы могли нажать на картах, показать таксисту, приехать сюда выпить бокальчик чего-нибудь холодненького. И обязательно приходить на какие-то мероприятия. Я был несколько раз, мне очень нравится. Друзья, вот такой у нас получился выпуск. Рассказал вам мой опыт жизни более чем полгода в Аргентине, какие у страны есть плюсы, какие минусы, чего здесь происходит, что, скорее всего, ждет страну в будущем. Надеюсь, ответил на многие ваши вопросы. Надеюсь, вам были интересны истории наших гостей, как русских, так и аргентинцев. Поэтому поддержите выпуск лайком, напишите коммент, расшарьте среди своих друзей. Если у вас есть телеграм-каналы, отправляйте этот выпуск туда. Я буду очень благодарен и буду радовать вас новыми крутыми выпусками. Спасибо, что смотрели. Всем пока.